Добрый вечер, дорогие подписчики. Как мы могли видеть, справа в аквариуме было представлено то, что, видимо, пройдет сегодня вечером. Видео представлено дорогим подписчикам и продемонстрировано остальным дорогим подписчикам. Но теперь давайте перейдем к разработке. И хочется из того прототипа, который в прошлый раз примерно за 2 часа получилось заработать, продвинуться вперед и попробовать приблизить его к чему-то вроде production-ready реализации, которую можно будет дальше легко использовать и с которой будет удобно иметь дело. И, во-первых, кроме прошлого раза мы, в отличие от прошлого раза, будем использовать, соответственно, ChatGPT как более мощную нейросеть, которая лучше справляется с задачами кодинга. Но все еще это будет в формате мы промптом так или иначе сформулировали задачу, отправили в нейросеть и получили результат, скопировали ее результат обратно в PyCharm и воспользуюсь им дальше. Есть какое-то количество планов, ну вот в каком-то порядке они относительно хаотично будут, соответственно, сегодня сделаны. Или не все, или, может быть, какие-то другие вне планов. Можете совершенно спокойно задавать вопросы через чат. Есть большая надежда, что я этот вопрос увижу и попробую ответить по мере возможности и интереса. Вот. Итого, что у нас уже сделано? Давайте коротко вспомним, чтобы, возможно, начать с того, чтобы код слегка зарефакторить, чтобы с ним дальше было удобнее иметь дело. Давайте проверим, во-первых, что он все еще запускается. Если мы запустим main-функцию, то немного погодя она выдаст результат и начнет обрабатывать картинку за картинкой. Это очень радует, пусть она отработает до конца, чтобы никакой файл битом промежуточном состоянии она не записала. И давайте теперь посмотрим, на чем же мы остановились. Соответственно, когда у нас есть какая-то картинка, для нее генерируется папка с отладочными визуализациями, которые демонстрируют все промежуточные этапы. И начиная с черно-белой картинки мы строим гауссовую пирамиду, то есть пирамиду из размытых версий картинки. Здесь это плохо видно, поскольку картинка довольно детальная. Но если призумиться, то видно, что размытие повлияло, например, на вот эту липучку. На втором уровне она выглядит так, а на оригинальной картинке она выглядит принципиально более четко и резко, потому что нулевой уровень без размытия, второй уровень с сильным размытием, ну а первый с каким-то промежуточным. Ну и затем, вычитая из нулевого уровня первый и из первого второй, мы получаем два уровня пирамиды так называемого DOG. DOG – Difference of Gaussian. Ну, она, в свою очередь, дает нам зацепку и улику, на базе которой мы пытаемся угадать, где находится фокус. Второй уровень, позволяющий нам из этих улик и зацепок удалить те, которые находятся просто на контуре какого-то объекта. Возможно, этот контур размыт, но все равно даст сильный респонс на первом уровне детальности. Вот эта каемка. И после этого разными ухищрениями мы, соответственно, избавились и получили лишь те точки, вот эти вот, которые с очень большими шансами как раз в фокусе, ну и голосуют за правильную глубину. После этого мы по корзинам, соответствующим разным значениям глубины, а глубина у нас есть благодаря нейросетке, которая по отдельной фотографии в каждом пикселе сказала расстояние до объекта, мы все эти глубины рассекли на разные значения, и за каждую глубину некоторые точки проголосовали. Соответственно, за какую глубину, за какой диапазон глубины голосований больше всего в данном случае за вот этот столбик, на той глубине и находится точка фокусировки. Ну а насколько этот холмик вокруг экстремума широкий, настолько, соответственно, фокус относительно этой точки фокуса глубокий или не глубокий. Ну и дальше уже интерпретируя эту информацию, мы знаем, какие пиксели на какой глубине находятся в этом коридоре фокусировки. Ну и это позволяет нам построить часть in-фокус изображения и часть дефокус изображения. Это название лишнее. Это короткий рекап, короткое повторение того, с чем мы уже столкнулись. И теперь давайте на все это посмотрим. Как это выглядит в кодовой базе? В кодовой базе у нас есть скрипт, который занимается запуском нейросети Depth Anything и строит карты глубины для каждой картинки. Это, по сути, препроцессинг, и он мало отношения имеет к задаче, которую мы решаем. Он просто по картинке строит ее картинку глубины. По вот этой картинке вот такую.
Более интересный и содержательный скрипт занимается тем, чтобы, считав картинку и считав вот эту карту глубин, то есть расстояние до поверхности в каждом пикселе, занимается тем, чтобы сделать все то, что мы только что коротко опять вспомнили. Ну и можно посмотреть, что, посмотрев на этот скрипт, очень сложно сходу вспомнить все эти этапы, потому что этот скрипт очень сильно перемешан. В нем куча строчек, одна за другой, они что-то делают, но, например, нет способа обозреть все высокоуровнево. И поэтому, на мой взгляд, хорошо бы, чтобы код имел примерно следующую структуру. Это далеко не какая-то ультимативная единственная формула успеха, но это, скорее всего, достаточно универсальный фреймворк, универсальный формат, в котором лучше всего, как мне кажется, жить. После того, как рисовалка загрузится, мы сможем обсудить, как это выглядит. На мой взгляд, это выглядит следующим образом. Есть, соответственно, самый внешний уровень, то есть это какой-то высокоуровневый код, который занимается, по сути, жонглированием нашей задачи. По сути, он может заниматься тем, что, например, у нас пробег по некоторым картинкам for image in images. Какой-то высокоуровневый анализ, ну, грубо говоря, обработай картинку, но, возможно, мы хотим здесь уже, так как у нас в целом не какое-то большое приложение, а библиотека, которая решает ровно одну задачу, решить, какая часть изображения в фокусе, какая размыта, то, возможно, на этом уровне мы уже хотим оперировать, во-первых, одиночной картинкой, а во-вторых, для этой одиночной картинки говорить, что делаются примерно следующие вещи. Первое. Строится карта глубины с помощью нейросетки. Второе. Строится пирамида Гаусян. Третье. Строится difference of Гаусян. Четвертое. Извлекаются разные экстремумы. Пятое. Проводится голосование. Шестая. Генерируется маска результата. И вот этот весь код, все эти 6 шагов, хочется, чтобы влезали в экран, чтобы это как концепция, как множество этапов обработки, было удобно для манипулирования в голове, чтобы оно, в принципе, влезало в голову, чтобы оно влезало в экран, чтобы я, забыв о проекте условно через месяц, мог прочитать этот высокоуровневый этап и понять, какие, в принципе, внутри есть этапы обработки. Соответственно, дальше он там транслируется к вызову каждой из этих функций на этапе каком-то уже более низкоуровневом, на котором самая содержательная часть и будет написана. Скорее всего, именно здесь больше всего кода. И есть какой-то низкоуровневый код. Может быть, его еще можно назвать утилиты, разные вспомогательные функции, разная машинерия, разные технические задачи, которые нередко провоцируют большое количество кода, но этот код, завернув в удобные коробочки в виде вспомогательных функций, мы сможем использовать из нашего среднего слоя по логике. И это включает в себя что, например? Ну, у нас довольно много кода тратится на просто-напросто отладочные визуализации. Поэтому, как минимум, сюда стоит вписать все, что связано с отладочной визуализацией. И всякое связанное с этим, например, создание папки для сбрасываемой на диск картинки, если этой папки еще нету. Если мы хотим сохранить картинку в папку debug/image.jpg, то если этой картинки еще нету, то пусть она создастся лениво, автоматически,
мы не хотим тратить наше время на то, чтобы заранее создать эту папку, еще что-то. Мы сказали отладочной визуализации забросить картинку на диск, пусть она сама разберется, создать все нужные папки и прочее. Ну и здесь могут появиться еще какие-то вещи, например, генерация отладочного изображения. Например, это достаточно нетривиальная задача, если сделать изображение интуитивным, понятным и полным, для визуализации гистограмм, которые у нас появляются в задаче голосования за разные глубины и за разные корзины точками фокусировки. Может быть, еще что-то. Ну а, соответственно, в медиуме у нас реализация всех этих функций высокоуровневых, которые нам нужны для решения нашей задачи. Примерно так. Это то, как я это сходу вижу. Может быть, нужно сделать как-то иначе. И уж точно в каких-то больших приложениях появляется большее количество уровней, просто потому что это один конкретный алгоритм, но часто из этого алгоритма собирается большее количество еще более высокоуровневых алгоритмов, например, сделать хорошо, объединить все эти фотографии с учетом того, где они резкие, а где размыты, в одну красивую текстуру для одной большой 3D-полигональной модели, построив из этих фотографий с учетом резкости текстуру. Ну и наоборот, там здесь low-level вниз тоже может углубляться, если мы начинаем думать о том, как реализована библиотека OpenCV, библиотека NumPy, делаем какую-то свою низкоуровневую библиотеку, может быть, доходим до того, чтобы использовать видеокарту и писать для нее кернелы, шейдеры и алгоритмы, может быть, еще что-то реализовываем здесь внутри для ускорения или для того, чтобы получить очень высококачественный низкоуровневый алгоритм. Но вот в нашем случае пока что, на мой взгляд, заметны 3 уровня. Ну и давайте это сходу зарефакторим. Соответственно, рефакторить мы, естественно, это будем не сами, а мы попросим помощи у ChatGPT. Итак, давайте просто швырнем в нее всем этим кодом и попросим его преобразовать по следующим законам. Ну и давайте как раз перечислим, какие этапы вызывает наша высокоуровневая функция, которая решает, в принципе, всю нашу задачу, весь наш алгоритм детектирования фокуса. Она выполняет несколько функций, и если мы их сейчас перечислим, то поможем нейросети хорошо сделать рефакторинг. И давайте воспользуемся более умной нейросеткой, потому что я заплатил 20 баксов, я хочу, чтобы отрабатывала на все 20 баксов. Итак, действительно, как я ее попросил, она создала отдельный файл, который занимается отладочными визуализациями. Давайте сразу создадим его. При этом заметим, что мы ничем не рискуем. Если мы сейчас что-то сломаем, легко откатимся назад, так как мы используем гид версионирования, и он нам явно показывает изменения. Например, файл стал зеленым, так как я его только что создал, его раньше не было, это новый объект. Если что, я всегда откачусь назад, смогу сравнить, что именно изменила нейросеть и так далее. Соответственно, я скачал вот этот файл. Теперь InFocus Detection предлагает мне сделать название. Мне вполне себе нравится. Это буквально постановка задачи. Поэтому давайте именно в ней будет реализована наша математика, логика и, собственно, содержательный алгоритм. Здесь будет, во-первых, единственная и ключевая входная точка. Это функция Detect in Focus Mask, которая занимается тем, чтобы, собственно, решить задачу и найти маску, где фотография резкая. И затем она оркестрирует всеми шагами алгоритма, и если ей дана на вход папка отладки, то тогда делегирует отладку, соответственно, в другой файл, где эта отладка и делается. Мне очень нравится, что она поняла с полуслова, я просто забыл об этом сказать, и сделала отладку как раз условной, что очень хорошо, потому что в продакшене, скорее всего, отладка не нужна, и тратить вычислительное время и просто электричество на то, чтобы сгенерить отладочные файлы, да и просто писать их на диск довольно долго. Плохая идея, хочется, чтобы отладку и визуализацию делал только разработчик, в данном случае на данный момент я,
когда пытается улучшить алгоритм или, например, на этапе технической поддержки пользователей разобраться, почему их результат субоптимален, плох и так далее. Благодаря отладке я ее включаю, вижу визуализацию и понимаю, что пошло не так, что у пользователя на его данных не соответствовало моим ожиданиям и моим тестам на предварительных данных. Давайте это тоже скопируем. Если еще что-то... Пример использования приводится. Ну, это, соответственно, run detection. Мне нравится переименовать. Давайте действительно удалим main вовсе. Его, опять же, благодаря гиту мы легко воскресим при необходимости, если нейросеть где-то ошиблась и что-то упустила. А в этот файл, соответственно, добавим копию всего, что нужно сделать, чтобы спровоцировать обработку каждой картинки из папки. Она нам рассказывает также в целом, подводя черту, что же произошло, что есть выделение отладки, занимающиеся созданием графиков, про гистограммы, про голосование и сбросом на диск картинок через OpenCV, которые тоже мы используем для визуализации. Есть и точка входа, которая оркестрирует алгоритмом детектирования резкости. Все 5 шагов она включает. Есть опциональность отладки и есть результат, который возвращается. В общем-то, это все хорошо. Давайте проверим код. Во-первых, самое простое, что мы можем сделать, это запустить. И вместо main функции мы теперь хотим запустить функцию, точнее скрипт run detection с параметрами теми же самыми из папки src. Но мне, кстати, это не нравится. Я бы из корневой папки запускал. Но давайте... Да, давайте так и сделаем. Если хочется, значит надо. Удалил. Единственное, здесь путь теперь надо поправить. Data-dir теперь стал вот таким. И запустим. Если сработает, то нейросеть хорошо справилась со своей задачей, ведь важно не только преобразовывать код, но еще и оставить его результат разумным и корректным. И я сейчас, мне кажется, облажался, потому что стоило бы забэкапить все результаты, которые у нас были старой кодовой базой, запустить новый и сверить, педантично ожидая такой же результат, что был раньше. Ну, давайте сейчас уже дождемся обработки. Интересно, чего оно будет в консоль, конечно. Что это за 49, 45, 159. Но все эти мистерии мы исследуем. Итак, давайте посмотрим. Когда эти файлы менялись для начала. Пум-пум-пум. Вот этот, например, файл менялся, ну, типа минуту назад. Но правдоподобно, что это результат нейросети. Но давайте, опять же, для верности просто это удалим. И запустимся. Даже все их удалим. И запустимся еще раз. Так я буду уверен, что я смотрю на результат нового кода, который сделала нейросеть. Ну и вот начали появляться папки, и теперь проанализируем. Ну, это очень похоже на старый результат, хотя, кстати, дальняя часть теперь не в фокусе, это подозрительно, возможно, все-таки... это дефокус, все, инфокус, все правильно. Вот эта часть пятка, тапка и так далее. Но вот можно на этом, в принципе, остановиться, да, и сказать, что, ну, правдоподобно. Но это не самый педантичный подход, и мы можем упустить деградацию алгоритма. Ведь, возможно, нейросеть где-то ошиблась. Или я ошибся, копируя код, или не так запустил, или что-то еще пошло не так, неважно что. Я хочу снять человеческий фактор, снять этот риск и не угадывать, и не надеяться, что я ничего не упустил, и все четко, а проверить педантично. Вот давайте проверим педантично. Соответственно, все вот эти папки я сохраняю в подпапку, называющуюся авторефакторинг. Это не связано с тем, что я использую нейросеть, это связано с тем, что я, в принципе, сделал существенные изменения в коде, которое могло привести к любым последствиям, в том числе к деградации алгоритма. И теперь, удалив эти отладочные папки, я воскрешаю main-функцию, посмотрев на локальные изменения и откатив их. И запускаю, соответственно, main-функцию.
Она упала, потому что здесь нужно поправить отступ вверх. Помните, я менял рабочую папку, из которой ведется запуск, с папки src на папку корня проекта. Она ведет обработку, пишет в консоль. Это, кстати, уже сходу нам бросается в глаза, и становится ясно, что нейросеть убрала выводы в консоль. Это хорошо, потому что в целом библиотечная функция, а мы пытаемся сделать какой-то переиспользуемый алгоритм, не должна ничего спамить в консоль, ведь конечному пользователю все это неинтересно. Если это отладочная информация, то можно сделать какой-нибудь тумблер, который включает или выключает отладку. Но если мы просто хотим использовать это как библиотеку, то все это в консоли нас не интересует. Итак, мы сгенерировали результаты до рефакторинга. Давайте создадим папочку before refactoring. И в эту папку теперь скопируем все папки визуализации. И теперь откроем папки слева-справа. Как бы это проще всего сделать? И теперь сравним. Соответственно, справа у меня папка авторефакторинг, после того, как кодовая база была из меня, слева до рефакторинга, то, что было получено на прошлом заходе. И давайте сверять. Открываем там первую попавшуюся. Вот вообще, я сейчас выключил мозг. Самый прикольный способ, который я очень люблю, это сравнить, взвесить килограммами. Эти файлы весят 65,9, эти файлы 25,5. Это подозрительно. Здесь картинок тупо меньше. Ладно, возможно, она все-таки часть файлов перестала отлаживать. И получается, что мы благодаря этой педантичности смогли найти уже некоторые проблемы. Давайте записывать эти проблемы в текстовый файл, чтобы не запутаться. Давайте файл просто для общего назначения заметки, просто черновой. Мы его даже в гид добавлять не будем, это мусорный файл. Соответственно, первое. Перечислим все, что потерялось. Что у нас потерялось? Вот этот файл здесь. А вот эти два потерялись. Вот этот файл здесь, points of focus mask. А вот эти три потерялись. Давайте я их вот так отмечу. Вот этот файл я тоже не вижу. Этот файл я вижу. Этот файл я вижу. Соответственно, интересно, если скопирую так, он сюда напишет название? Нет, не напишет. Ну, давайте их вот так скопируем. Мне сейчас такой педантичный подход нравится тем, что он не требует, опять же, включения мозга. Я сейчас в таком, знаете, полупассивном существовании зомби, который обречен на успех в смысле отсутствия мыслей и траты своей энергии. При этом, результат будет точно, потому что я просто детерминированно визуально сверил, и все. Вот. Что дальше с этой информацией делать? Уже на мой взгляд и на мой выбор. Я могу решить, что, потерялись файлы, потерялись. Если они для меня ценности не представляют, то и хорошо. Но я сейчас это записал, и чуть позже, пока буду разрабатывать, при обращении к этим текстовым файлам, если что, смогу выяснить, а они потерялись или я просто их никогда и не создавал. И на этом сверху почти можно закончить, кроме финального результата. Давайте сверим, собственно, что получилось. Мне, наверное, больше всего нравится визуализация вот эта, она наиболее комплексная. Она красным цветом показывает часть фотографии, которая в фокусе, еще и по глубине это накладывает. Поэтому давайте откроем один результат и другой результат. И теперь, если я между ними помигаю, то никакого видимого изменения не происходит. Значит, картинки совпадают. Давайте для верности сделаем то же самое с каким-нибудь другим случаем, с другой картинкой. Вот эта шишка, например. Вот один результат. Это 18, 2013. 18. Это заняло некоторое время, очень сложная задача. И вот здесь случились проблемы. У нас разный результат. Честно говоря, я ждал, что нейросеть не ошибется, и я делаю это напрасно, но это все равно нужно было сделать, потому что это педантичность, которая шаг за шагом гарантирует хороший результат. Но случилось страшное, и нейросеть где-то облажалась. Давайте смотреть пристально, что
разошлось и в какой момент. Потому что, имея вот эти разные промежуточные этапы, мы можем сверить не просто end-to-end результат, правда ли, что конечный результат отличается, а мы можем сверить промежуточные отладочные файлы и найти первый момент, когда результат разошелся. Да, у нас часть картинок нейросети решила не сохранять, но это будет на ее совести. И, во-первых, мы видим, что действительно я не ошибся, картинка одна и та же. Дальше давайте ткнем пальцы в корзины, посмотрим вот на эти. И вот здесь мы уже видим проблему, похожую на то, что мы видим в финальном результате. В финальном вердикте, в правильном ответе, который был до рефакторинга, фокус находится вот здесь, то есть близко к наблюдателю, наблюдатель находится вот здесь. Мы смотрим с этой точки как бы. А у нейросети после рефакторинга экстремум находится здесь. Это при том, что здесь результат тоже выглядит как горбик, похожий на этот. И диапазон значений ровно такой же. Здесь экстремум в точке 267,62882, и здесь экстремум 267,62882. Сошелся, да, сошелся. Значит, по глубине, потому что мы считали из результата depth anything, отличия нету, какой-то баги в интерпретации этих значений нету. Но есть разница в том, кто делал голоса, и не только разница в том, что здесь мы отличаемся. 1040, 1070. Но и здесь мы значительно отличаемся. В этом экстремуме 200, в этом экстремуме 1000. Значит, следующий наш вопрос, а как так получилось, какие и как выглядят голоса, которые за это голосовали? Давайте посмотрим на это. У нас вот здесь показана маска голосовавших, по-видимому. Да, вот она. Давайте как бы нам детерминированный ракурс получить. Так. Давайте сделаем зум в 100%. Так, давайте сначала откроем обе картинки, потом будем разбираться. Значит, это то, что стало после, а было до extremum NMS, extremum after NMS bigger than threshold. Вот это финальный видим. А вот points of focus mask. Давайте посмотрим. Вот, мы видим их очень много этих точек, возможно. А вот здесь points of focus mask with respect to big than threshold. А это что points of focus mask? Вот это правильный. Да, вот это правильный. И да, точки. Хорошо. Значит, мы сравниваем вот это с вот этим. Это то, что стало, это то, что было. Давайте откроем то, что было, и призумимся до 100%, чтобы получить идеально воспроизводимый зум в один и тот же ракурс. Теперь у меня пиксель в пикселе, нет даунскейла, и поэтому я вижу все, соответственно, точки. После рефакторинга вот такая картинка, открываем ее, тоже делаем воспроизводимый зум ровно в ту же точку через 100%, и мы можем сверить эти две картинки, одна и другая. И я четко вижу, что в одном случае точки являются над множеством другого. То есть после рефакторинга этих точек голосования, этих точек резкости и фокуса стало строго больше. Я не вижу ни одной точки в старом результате, которая в новом результате отсутствует, который был бы удален. Я не поручаюсь за это, но это правдоподобно. Ладно, мы знаем улику, мы знаем, что новый код добавил много точек. Значит, давайте вернемся в код и на основании этого наблюдения, что вот эта картинка генерится с кучей новых лишних точек. Найдем, где в коде это вообще делается. Соответственно, тоже не включая мозг, мы уже имеем сильную улику и знаем, какой кусочек кода за это ответственен, а значит, виновен и должен быть исследован. Давайте просто я найду, где генерится эта картинка. Почему он 6, интересно? Авторефакторинг 4. 4. А почему он здесь 4, а там 6? Потому что это main функция. Что-то я упускаю. Это before refactoring, это after refactoring, это новый результат, но в результате есть эта картинка. Причем такой картинки в старом не генерировалось. С префиксом 4 здесь только эти 3 штуки, и никто из них им не является. Ладно, возможно, там не захардкожено в рефакторинге
искусственного интеллекта, а автоматически рассчитывается индекс. Ну да, вот focus points, вот это похоже. Да, вот, значит, здесь она создается. Здесь она рисуется и сохраняется на диск. Это экстремумы, которых стало больше, а было меньше. Значит, нам нужно найти, вот как они здесь работают. Нам нужно, значит, вывести threshold и так далее, и посмотреть, как он соотносится в новом коде относительно старого. Что у этой функции на вход? Доги, то есть картинки разложения на частоты. Можем на них взглянуть, но их сложно сверять педантично, потому что это не битовые маски, в них важны оттенки. Но поверхностное сравнение, может быть, привлечет нас взгляд. Значит, вот картинка, вот пирамида гаусян, вот пирамида difference of гаусян, то есть догов. Посмотрим на, например, первый уровень. Вот такой он. А здесь вот такой он. Выглядит очень похоже, они одинакового размера. Значит, будем считать, что доги у них посчитались одинаково. Давайте следующий сверим, для того, чтобы просто забыстро проверить, что с догами все в порядке. Да, с догами все в порядке. Значит, мы уже очень четко и сильно зажали багу, она находится внутри этой функции. Входные две картинки четко совпадают с тем, что было раньше. Давайте посмотрим, что сделано внутри. Мы видим, что здесь используется персентайль, threshold, и сравнение ведется с 99-м персентайлем. А в старом коде, насколько я помню, логика была другая. Но помню я плохо, поэтому давайте посмотрим явным образом, что было сделано. Поинты больше равны, чем extreme threshold. А, нет, тут действительно персентайль. Что еще может быть? Мы можем вывести его в консоль в одном и в другом случае. И для того, чтобы ускорить тестирование и быстрее делать вот такие эксперименты, стоит запускать теперь не на всех данных, а только на одном датасете, на одном случае. Нам, например, подошла вот эта шишка. Эта шишка проблему обнаружила. Значит, давайте работать с нею. У нас есть ее название. Скопируем его и форсируем учет не всех картинок, а только этой нужной. Давайте посмотрим, в каком формате там вообще файлы указаны. sysexit, наверное, самый простой способ прервать исполнение. Main назван неудачно. А нам сейчас нужно запустить действительно main. Запускаем. Sys нужно импортировать, по всей видимости. Либо забываем это сделать. Узнаем, что мы почти угадали, только еще JPEG нужно добавить. И тогда формат будет соответствовать. Ну и запускаем. Узнаем threshold для этой картинки. А, тут image file names еще. Надо было просто сделать эту подмену вот здесь. Сделав ее, мы хорошо фейканули, и теперь только эта картинка будет учтена. И значит, для нее мы увидим, что до рефакторинга threshold был вот такой. Ну, я скопирую, например, его, чтобы опять же педантично сравнить. В Run Detection то же самое хочу сделать и ограничить перечень файлов, с которыми нужно работать. Это правильный вариант, когда я хочу батчем обработать все данные. Ну, а это вариант попроще, когда я просто
форсирую обработку нужного мне случая, в данном случае шишки. И скопировав этот результат, я смогу его сравнить. Запускаю Run Detection, получаю запущенный случай. И это действительно запущенный случай, потому что после рефакторинга значение 6,7. Это очень хорошие новости в том смысле, что я напал на след, да? Я нигде не ошибся в анализе баги и правильно сделал вывод, что проблема именно на этом этапе. Я очень четко знаю, что именно threshold теперь считается иначе. Как именно иначе, не знаю. Но у меня под подозрением теперь не вся программа, не весь код, который зарефакторил нейросеть, а она зарефакторила тупо весь код, да? Значит, бага может быть везде, а в конкретном месте. Это хорошая иллюстрация случая, либо когда код, в котором оказалась бага, был написан мной так давно, что я его не знаю, либо если баг в коде legacy, авторы которого уже давно не в этой компании, либо еще какой-то подобный сценарий. В целом полезно тренировать навык отладки не в приятном сценарии, когда вы хоть что-то помните о коде, а вот как такое рутинное, детерминированное, неизбежно обреченное на успех, планомерное продвижение к цели, постепенно загоняя багу в ловушку, чтобы потом ее четко под микроскопом рассмотреть в точке зажатия. Но хватит радоваться, давайте посмотрим, как же рассчитывается threshold и в чем отличие. Либо я понадеюсь и как разработчик на взгляд определю, в чем разница в коде, либо я буду продолжать вот таким образом зажимать числа, так как у меня теперь быстро запускается и старый, и новый код, и локализую первое место, где расчеты разошлись, что в свою очередь привело к отличию в threshold. Возьмем, посмотрим, где этот threshold рассчитывается в старой кодовой базе. Threshold рассчитывается вот здесь, это перценталь из экстремум значений, который рассчитывается здесь. Мы берем из difference of Gaussian маску после NMS, и потом берем 99-й перценталь. Из голосования. Сейчас, это странно. Значит, мы взяли из difference of Gaussian, то есть силы респонса, то есть то, как выглядит вот такая, например, картинка. Давайте лучше смотреть на шишку. Вот такая вот картинка. Мы берем вот эти белые значения только в тех местах, в которых в этой картинке битовая маска белая. Что-то тут подозрительно везде белое, конечно. Extremums, doc extremums, after NMS. Local extremum, extremum values. Ладно, я сейчас не занимаюсь анализом алгоритма, как он мне нравится или не нравится, я хочу просто, чтобы рефакторинг, как он и должен, не менял никакую логику. Если в отладке визуализации еще пусть меняет и удаляет некоторые картинки, но результат работы, естественно, должен быть тот же самый. Поэтому, видя, что его расчет отличается, я хочу фиксировать старое поведение и форсировать его в новой кодовой базе, проверить, что в новом коде этот алгоритм не изменен. Я могу, например, еще сделать следующий трюк. Я могу взять и вот так вот это скопировать, вплоть до момента расчета threshold. Отсюда вот так скопировать. И теперь посмотреть, как этот код написан в новой кодовой базе. В новой кодовой базе он написан вот здесь. Здесь код, ничего не могу сказать, выглядит гораздо симпатичнее, спасибо нейросети. Она действительно это здорово зарефакторила, на первый, во всяком случае, взгляд. Глаз радуется, жалко, результат не эквивалентен старому, конечно. Давайте сверим это через Competed Clipboard, то есть сравним минимальное расстояние Левенштейна, нам визуализируются кусочки кода, которые повторяются, и какие изменились. Это мало пользы про визуализацию, потому что сейчас изменения в коде слишком радикальные, чтобы видеть кусочки, которые повторяются неизменно и которые меняются. Но так я могу легко один глаз положить на старый код, другой глаз на новый код и заработать косоглазие. А не ради этого ли мы все здесь собрались?
Давайте посмотрим. Threshold — это 99-й персенталь. Threshold — это персентальный персенталь. Какое значение персенталя? Давайте посмотрим. Тоже 99-е. Хорошо, с этим у них консенсус. Эти значения — это что? Это доги. Совпадает здесь то же самое, да? Local extremum. Ой, values — это доги, там, где выполнена маска. Значит, вопрос в том, здесь маска такая же, как здесь, или нет. Что здесь за маска? Ext values. Extremum, точнее, маска. Вот, extremum маска. На следующий вопрос, это правда ли, что вот эта extremum маска совпадает с local extremum маской? Здесь она сохранялась по вот такому пути, а здесь она сохранялась неизвестно где. Давайте посмотрим, куда она сбрасывается. Вот эти экстремумсы, это логическое и same scale, и next scale. Неужели здесь нет отладки визуализационной? Итого, что я сделал? Я добавил здесь, мимикрируя под существующую кодовую базу, написанную нейросетью после рефакторинга, я добавил здесь отладку, которая эту маску, вот она, Extremus, прямо перед тем, как рассчитываются значения из difference of Gaussian, по которым берется 99-й перцентиль, эту маску я сразу сбрасываю на диск по картинке вот с таким названием. Давайте посмотрим на нее. Экстремумы сразу перед тем, как рассчитывать threshold. Какой там префикс? 4. Мне кажется, я чего-то не вижу. Возможно, я не в ту папку зашел.
Бывает такое, что иногда взял, ошибся дверью, зашел не в ту папку. Ничем хорошим это не закончится. Название что-то там 18.20.13. Что-то там 18.20.13. Это она. А, я в папке Before Refactoring. Вот и все. Значит, я в этой папке хотел оказаться, и вот здесь я вижу эту картинку, она появилась. Ладно, давайте сверим теперь ее, как визуализацию, которую мы хотели увидеть, относительно старого результата. Ноль четыре. Не понимаю. Так, их 4 штуки. Я вижу раз, два, три, 4. Сошлось. Называется она Big... А, это опять... Нет, не опять. Куда я зашел? Extremum mask right before threshold. При этом префикс должен быть четверкой, потому что вот он здесь явная четверка. Возможно, эта функция вообще не вызвалась. Возможно, я где-то там отладку не так сделал, как ожидала нейросеть, и сломал инварианты кодовой базы. Возможно, вот этот debug dir is none. Возможно, он сюда не передан. Да, он не передан, потому что я его сюда добавил, а эта функция вызывается так же, как вызывалась. А вызывалась она без дебага. Значит, давайте добавим. Персенталь мы хотим оставить как есть, поэтому напишем 99. Ну и debug dir вот я добавил. Все, теперь должно быть согласовано, и картинка сгенерится. Теперь, когда мы ее наблюдаем, давайте сверим ее со старой кодовой базой и с результатом работы алгоритма до рефакторинга. Вот это экстремумы прямо перед тем, как рассчитать threshold в новой кодовой базе. Вот это. В старой кодовой базе. Кажется, стоит уменьшить разрешение картинок, иначе я запарюсь тудым-сюдым сверять картинки. Но тут сверять ничего не надо, тут и так очевидно, что эти точки в новой варианте кода просто повсеместно. То есть с ними не было сделано какой-то фильтрации. Ладно, я относительно маленький шаг сделал в коде по локализации проблемы, но зато уверенный и стопроцентный. И теперь я знаю, что виновен уже не расчет трешолда, не сам трешолд как результат, а предыдущее звено, то есть вот это отладочная маска экстремума. Это логическое и same scale doc равен local maximum, next scale это doc хотя бы максимум со следующего уровня. Ладно, а в старой кодовой базе, мне кажется, там еще что-то было. В старой кодовой базе эти маски... local extremum. Это doc равный local максимуму. 0.4, doc extremus. А, здесь автор NMS, я не с тем сверялся. Ошибка была в отладке. Ну ладно, давайте посмотрим. Нам нужно было doc extremum, автор NMS. Вот, doc extremum, автор NMS. Вот с этим свериться. Ну, гораздо ближе теперь. Там было много точек, и здесь много точек. Это до рефакторинга, это... Давайте третью папку закроем, чтобы не путать. Значит, это до рефакторинга. До рефакторинга. Это новая отладка, которую я только что замутил, чтобы проанализировать новую кодовую базу.
И давайте... Так, много картинок, я опять буду в них путаться. Закрываем все. Так, картинки сильно отличаются, поэтому вывод не изменился. Но теперь я в нем больше уверен. Значит, это экстрем мы сразу перед тем, как рассчитывать threshold в новой кодовой базе, это экстремумы после NMS, Non-Maximum Suppression, подавление нелокальных экстремумов. В старой кодовой базе это вот так рассчитывается. В новой кодовой базе вот так рассчитывается. Same scale и next scale. Сравнение с local extremum, который включает в себя... Ага, значит, в старой кодовой базе экстремумы брались не по точкам, которые засчитались как хорошие, а по точкам, которые именно локально на этом же уровне детальности победили NMS, Non-Maximum Suppression. Давайте сделаем такую же логику, после чего сверим, что результат совпал. Значит, нас экстремумы интересуют те же самые, это мы менять не будем. А вот расчет threshold интересует. Нас интересует value extremums от extremums. Давайте введем extremums with respect to next scale. И давайте введем extremums with respect to same scale. Same scale у нас уже есть. Значит, давайте вот так сформулируем это все. Здесь мы хотим учитывать только маску текущего уровня. Здесь мы хотим сделать обе отладки. Давайте сделаем их. Same scale — это та маска, которая влияет на значения, которые дальше используются как статистика 99-м перцентилем, чтобы определить threshold, поэтому оставляем их с тем же именем. Это то, что мы хотим, чтобы совпадало с отладочной визуализацией старой реализации. И другая картинка — это extremums mask after. После подавления следующим уровнем. Кроме того, нам еще хотелось бы посмотреть на экстремумы с учетом фильтрации по вот этому порогу, то есть финальные, собственно, экстремумы. Поэтому давайте сместим отладку в последний момент, когда эти экстремумы будут рассчитаны. Extremums mask final after with respect to threshold. Вот мы ее сбросили, прекрасно. Название пока не компилируется. Почему? Потому что здесь применяется логическое и к экстремуму, который был same scale. Мы хотим, чтобы в результате у нас в экстремум было записано логическое и между вот этим результатом, который учитывает и текущий уровень, и следующий.
И здесь логическое «и» делаем. Как будто бы правдоподобно. Добро пожаловать в чат. Вы заняли почетное первое место человеку, который что-то написал в чате. Ну, естественно, в NumPy нет такой операции, видимо, да. Есть просто порядок операндов был другой, оно дело слева направо. Это можно еще вот так проверить. PyCharm умный, он знает порядок операций. Если нажму Ctrl-W, то он будет логически забирать. Если я вот так сделаю, видите, он все равно сюда расширился, и эта часть выполнится первой. Или я несу чушь. Неважно, лишние скобочки никому еще не повредили, поэтому добавим их. И после сверки, по-моему, я получил правильный результат. По-моему, такой же результат выводился в старом коде до рефакторинга нейросети. Давайте его скопируем и запустим main. Какой там был результат? Before refactoring, extremum threshold, бла-бла-бла. Вроде похоже, но я сделал педантичное сравнение. Ну, сравнение вплоть до третьего знака меня устроит. Вот настолько дальше сильно закапываться, чтобы сверять побитого, у меня нет, честно говоря, желания, поэтому я на этом остановлюсь. Я все еще пойду чуть-чуть дальше и сверю все остальные картинки. Как вы помните, мы не сверили каждый результат. Но в смысле отладки я считаю, что это успех. Возможно, теперь результат совпадает и нету баги. Но на самом деле был интересный опыт. Я нейросети для рефакторинга почти не применяю. И для алармистов может быть интересной новостью, что вот нейросети при рефакторинге все ломают. Ну не все, но что-то. На самом деле все равно задача сложная, то, что у нас не справилось, это впечатляет, это очень круто. Итак, что мы хотим сравнить? Мы хотим сравнить результат текущий, который мы получаем уже. Значит, нам нужно вот эту папку авторефакторинг заново пересчитать. Давайте сделаем это. Авторефакторинг. Зачищаем. Теперь удаляем эти три папки. А по поводу всякой технологии и так далее, вы, пожалуйста, смело спрашивайте, потому что, очень естественная ситуация, когда я с чем-то просто часто сталкиваюсь, и в результате могу где-то использовать термин, не поясняя, что это. А пояснить мне на самом деле в радость, это развивает, не знаю, навыки объяснения и прочее. И, в общем-то, я здесь для этого, а не для того, чтобы говорить сам с собой. Хотя кого я обманываю. Давайте запустим новый код, сгенерим, соответственно, все отладочные визуализации, сейчас их нету вовсе, и сравним их со старой кодовой базой. Здесь мне нужно убрать вот эту заглушку, которая провоцировала обработку именно нужного случая, и запустив и немного подождав, я получаю после фикса деградации, которая привнес рефакторинг, изменения кодовой базы, получу результат для всего. Я опять вижу вот этот спам, нужно не забыть его удалить. Давайте пометим его to do. Потом по всем to do пройдемся. To do. И точно так же сделаем to do. В старом коде удалять не нужно, старый код мы просто выкинем. Еще мы добавляли, что генерация отладочного файла. На генерации отладочного файла много не бывает, поэтому пусть она будет. И вроде бы все. Вроде бы остальное было фиксом бага, а значит в коде это должно остаться. Давайте посмотрим. Значит, сгенерировались папочки. Копируем их. Кладем в папочку авторефакторинг. И сверяем с папочкой до рефакторинга. Шаг за шагом. У нас сейчас папки, вот они, один в один. Заходим, сверяем. Даже вот так визуально более-менее видно, что совпадает. Давайте сначала грубо сверим хотя бы. Следующая папка. Следующая папка. Программа для тех, у кого нет жимы. Моя бы сказала, ты что, не удаляй, ну и что не в фокусе, это же память. Никто не мешает не удалять. Можно рядом положить еще копию каждой картинки, и в копии картинки будет только вот такая прекрасная, резкая и четкая пяточка ботинка. Тогда вы сможете выбирать из этих фотографий те, которые четкие, резкие и дерзкие. И того, у нас здесь какой-то результат, здесь какой-то результат выглядит похоже. Я не хочу на это тратить много времени, поэтому надеюсь, что поверхностной сверки достаточно. Сверяю, поверхностно тоже сходится.
как оказалось, та визуализация с красной маской оказалась хорошей, потому что здесь она очень наглядная и бросается в глаза. Можно еще сделать чуть побольше иконки, что все это самые большие были. Large, extra large. Extra large больше, чем large, это я знаю. И вот так сверять. Теперь следующая папка. Оно типа должно зашарпить фотки, которые мутные. Не, задача, которую мы решаем, вообще не меняет данные, она их маскирует. То есть на вход приходит вот какая-то такая фотография, и можно заметить, что вот эта часть резкая, вот та блюренная, вот это резкая. Может быть, совсем уж пяточка немножко заблюренная. То есть здесь размыто, здесь резкая и четкая, здесь размыто в усмерть вообще капец. Мы хотим по этой картинке понять, что, ну вот пяточка, как я сказал, слегка размытая, а вот эта часть четкая и резкая. Мы хотим как бы построить вот такую красную маску, понять, какие пиксели картинки резкие, какие пиксели картинки достойны внимания. Хороший вопрос, зачем это надо? Ну, например, это может быть нужно для разных задач фотограмметрии. Например, если мы посмотрим на буквально этот же тапочек, реконструированный с помощью фотограмметрических программ, возможно, у меня сейчас интернет забит в одну сторону чем-то, и у меня все тормозит. Я не знаю, почему он так медленно все грузит. Но здесь, если посмотреть на трехмерную модель этого ботиночка, здравствуйте, некий Билли Крафт, и посмотреть на этот ботиночек, то видно, что текстура, с которой он построился, слегка размытая. Но когда позагрузится, мы к этому вернемся. Но, в общем, еще раз, постановка задачи такая, что по картинке, в которой есть как резкая часть изображения, так и размытая, мы хотим знать, какие пиксели резкие, а какие размытые. И делаем это, используя нейросеть, которая подсказывает нам информацию о глубине, какие пиксели близкие, какие дальние, и используя алгоритм, который мы вот на прошлом видео обсудили и придумали, который пытается угадать, где тогда находятся, собственно, резкие пиксели. Ну и вот если смотреть на этот тапочек, вот на эту пресловутую пятку, например, она еще пока не загрузилась, поэтому она такая сильно размытая. Когда этот ползунок заполнится, мы увидим. Вот такая обстановка. Поэтому, да, уважаемый солвер, если у вас или у тебя есть какие-то вопросы про обстановку задачи, то скажи, и можно будет обсудить подробнее. А я вернусь, пока оно грузится в фоне, к вопросу о том, правда ли, что рефакторинг, который сделала нейросеть, спасибо ей за это большое, не сломал еще что-то. Перехожу к следующему случаю. Шишка похожа. Перехожу к следующему случаю. Шишка похожа. Пусть и маска выглядит... неправильная, вполне себе правильная, как будто. Следующий случай. Да, вполне себе совпадает. В смысле, похоже, а юнит-тесты кто писать будет? Ну, кто-нибудь будет. Просто юнит-тесты — хорошая штука в алгоритме, которым есть правильный ответ. Вот в этом случае нет правильного ответа. Где здесь резкая часть фотографии? Ну вот, допустим, в этом пикселе резкая. А вот в этом резкая? А вот в этом резкая? А вот в этом резкая? А я не знаю, что такое пинап-тест, расскажите. Я хотел дальше перейти к тому, что можно сделать тесты на регрессию. Ну вот, например, мы просто фиксировали результат, битовую маску. Да, вот зафиксировал результат до рефакторинга, я могу зафиксировать результат и каждым прогоном тестов проверять, что они не изменились. Но дальше вопрос. Супер, я теперь знаю термин, спасибо, это правда интересно. Но, в общем, дальше теперь, зная, что у меня какой-то случай изменился, я дальше буду, скорее всего, жать на большую зеленую кнопку «Обновить данные эталонного результата». Я их типа верифицировал как эксперт, как аналитик. Проблема дальше в том, что если алгоритм, например, меняется часто, то кажется, что это будет постоянно случаться. Еще эти файлы нужно где-то хранить. В принципе, сейчас это приемлемо, потому что я работаю с одного и того же компа, но если бы это было частью репозитория исходников, это было бы неприятно. Хранить где-то еще тоже неприятно. Поэтому я достаточно много могу придумать, наверное, отмазок. По факту мне с одной стороны лень, с другой стороны мало. Пинап делают перед рефактором, потом удаляют. А вот это круто, это мне нравится, это я согласен.
Да, это круто. Я надеюсь, что рефакторинг мы здесь сделали первый и последний раз. Поэтому мне кажется, что писать какую-то инфраструктуру вокруг этого пока что не окупается. Наверное, правильный ответ в том, что сделать можно следующее. Вот сейчас я трачу много времени на то, чтобы переходить из папки в папку. Это неудобно. Но это решается, например, тем, что можно сгенерить все результаты в одну папку, тогда у меня будет две папки, вот просто два перечня картинок слева-справа, и я моментально их сверяю визуально, я их моментально сверяю по размеру, вот, например, если посмотреть размер этого файла и этого, то они, совпадают. Это сомнительная эвристика, но хоть что-то. Короче, да, здесь отличная идея сделать пинап для рефакторинга, мне нравится, но вот тут я на пофиг. Да, могу банально захэшить. Размер — это буквально самый простой хэш, который приходит в голову, но, конечно, он очень низкого качества. По-моему, у меня уже были случаи, когда им пользовался, а по факту оно расходилось. Но я, слава богу, неправильных выводов из этого не сделал. Ну, в общем, сейчас я быстренько уже долистаю случаи, чтобы просто успокоиться и решить, что я победил нейросеть. Мое спокойствие растет. Ну, я понимаю. И теперь, посмотрев на результат, все, значит, мы считаем, что рефакт ничего не сломал. Честно говоря, я думал, что нейросеть не облажается. А про блюр, вот видите, оно размытое. То есть видно, что вот эта часть резкая, а это размытая, потому что эта часть взялась с фотографии, которая здесь более-менее хорошая, а эта часть заблюрена. Но если мы сделаем алгоритм, который построит битовую маску, где картинка хорошая, где плохая, вот здесь тоже заметно, было резко и четко, а здесь стало мыло полное, то тогда мы, строя эту текстуру, используем маску, и текстура будет вся хорошая. Она будет брать только те фотографии, только те их части, которые резкие. Понятно, что предполагается, что хотя бы в какой-то камере точка видна четко и резко, но если съемка сделана была хорошо, то, наверное, это так. Вот. Это про постановку задачи. Если у кого-то еще по задаче есть вопросы, то говорите, к этому можно будет вернуться. Итого, мы сделали рефакторинг, мы фиксировали самопальные, в каком-то смысле сделали вот то, что должны были бы сделать пинап-тесты, убедились, что результат совпадает. Давайте сейчас, пока я не сломал сам что-нибудь или нейросеть другими изменениями ничего не сломала, закоммитим и фиксируем рефакторинг. Я хочу не забыть убрать вот этот принт. Вроде бы я никаких других туду не оставлял, но опять же, действуем как робот, не оставляем шансов что-то забыть и упустить. Все. Это мы пофиксили. И еще небольшое изменение. Я считаю, что это моя ошибка, что я не пометил эту тудушкой. Это откатить вот этот коммент, чтобы он не попадал в репозиторий. Прекрасно. Давайте еще для финального такого теста, что код работает, я удалю все вот эти визуализации. А их вроде бы и нету, да? Я их уже перенес в другую папку, и поэтому их нету. Вот, значит, здесь у нас нет отладочных папочек. Мы берем, запускаем все вместе, убеждаемся, что оно работает, прежде чем коммититься. Да, конечно, нейросеть, смотрите, она знает вот такой прекрасный символ стрелочка вправо. Я бы написал вот так. А нейросеть, вот он, талант нейросети. Все еще не знаю, что это за 3, 6, 9 и так далее. Возможно, это счетчик, который она использует для нумерации файлов при отладке, но надеюсь, что нет, потому что выглядело бы слишком плохо. Еще прикольно, что она здесь сделала отступы, но может быть там автотап. Но неважно. В общем, оно сделало, и я вижу отладочные файлы, все хорошо. Еще давайте проверим, что если я убираю отладку, делаю debug dir none, то отладочные файлы не создаются. Ну вот сколько-то сейчас обработалось уже после того, как я удалил, и отладочные файлы не создались, но при этом отработало успешно. Ну хорошо, то есть какие-то минимальные проверки качества я сделал. Теперь хочу закоммитить, чтобы успокоиться и знать, что у меня есть какая-то кодовая база, которая вроде бы эквивалентна старой, и все хорошо. У меня main-функция должна быть удалена. Хочу ли я ее удалять? Наверное, не хочу. Если вдруг придется опять тестировать, заново воскрешать. Значит, у меня создалась дебажная визуализация и обработка.
Давайте еще коротко посмотрим, как выглядит вот эта точка входа, вообще алгоритм, который мы высокоуровнево запускаем. Мы считали что-то с диска, это все неинтересная часть, глубина, сама картинка вот здесь. А вот здесь запускается алгоритм найти часть фотографии, которая резкая. Вот она. И тут нейросеть нам говорит, что, возможно, если я построил результат, то я хочу что-то с ним сделать. На данный момент она просто выводит в консоль перечень пикселей, ну, это какой-то странный момент. А индекс — это номер файла file names. Ага, вот что это за индексы. У нас там среди картинок есть картинки-картинки, а есть картинки глубины, а есть черт знает что, нам массив с глубинами. Опять картинки, картинки, глубины. Естественно, она каждый третий выводит, именно поэтому здесь индексы со смещением 4, потому что еще есть папки, и папки тоже вносили свой вклад, я их уже удалил. Это дело закрыто, выводить его смысла не имеет. Давайте сделаем что-нибудь следующее. Сохранение маска на диск, чтобы здесь результат был, даже если я отладку выключил. Берем и делаем. По-моему, так не сработает. Давайте запустим. Да, не сработало. Пим-пим-пим. Ну, не сработало, потому что это bool массив, а OpenCV работает, умеет, например, с 8-битными изображениями, поэтому мы его преобразовали просто из була в uint 8. Ну и кроме того, так как теперь там числа 0 и 1, не забываем множить на 255, и теперь там либо нули, либо 255. Это уже, наверное, сработает, и рядом с нашей картинкой, которая дана на вход, построит картинки маски, которые даны на выход. В частности, это теперь нам позволит делать пинап-тест, в смысле мы можем сделать эти картинки, ну, правда, удобнее их, наверное, в папку результаты сохранять, и после этого сверить результат до-после, то, что вот предлагалось. Вижу ли я хоть одну маску? Не вижу. Почему? Потому что создается... ну, сохранится в дебаг папку. А я хотел сохранять прямо в дату. Ну, давайте, кстати, сохранять такие, только не в debug папку, а в папку results. Тогда легко будет их и сохранять для случая рефакторинга и прочее. В принципе, makedir создание этой папки можно было сделать до цикла, но так, мне кажется, это более явно. Прежде чем сохранять результат, мы даем папку, если потребуется. Из-за этого в коде очевиден вариант. Если папки нету, сразу вот в предыдущей строчке ответ. Эта папка будет создана. Но почему-то такого цвета странного, что она называется, видимо, не makedir. Ну, давай. Вот, а если... А как она? Make. Какие здесь есть диры? У нас в дебаге точно должен быть makedir. Os makeDirs. Создаем эту папку и затем сохраняем туда результат. Супер, давайте проверять. Пять три восемь шесть обработалось, там что-то упало. Давайте посмотрим результат. Маска сохранилась прекрасно. И в целом, если мы посмотрим на визуализацию, это как раз та часть, которая у нее считается in focus. Посмотрим, что за отладка. Can create a file that already exists. При повторном попытке создать эту папку код падает. Но здесь есть что-то типа existOc, поэтому теперь говорим, ничего страшного, если папка уже есть. Мы просто педантично проверяем, нету ли вдруг ее, если нету, то добавляем. Все, работает, супер. Давайте теперь закоммитим наконец. И еще кое-что интересное сделаем. Значит, просто коммит сделаем.
А, вот main, кстати, знаете, почему полезно удалить, чтобы он вообще хоть на что-то из кода похож, интересно? Мы можем div дельту в кодовой базе изменения кода сделать минимальными. Ну, конечно, тут все, мне кажется, перелопачено. Ну ладно, раз все перелопачено, то это и не важно. Будем считать, что main был удален и написаны новые кодовые базы с чистого листа. У нас код сейчас еще слишком не в стабильном состоянии, чтобы что-то сверять. Насколько корректно будет определять фокус для одноцветных гладких поверхностей? Ну, я могу простой случай показать, это не отвечает на ваш вопрос пока. То есть, когда у нас есть какой-то пол, но он очень текстурированный, и поэтому здесь видно, да, что вот какая-то такая часть резкая. Но вот смотри, как бы тут очень прикольный есть поинт, что у нас есть улики, да. Если бы фотография вся была, как эта стена, белая, идеально вся белая, то мы не можем объективно, как человек, как эксперт в картинках и так далее даже, сказать, где часть стены этой белой резкая, а где размытая. Ну, это просто невозможно. Задача нерешаема. Поэтому на самом деле в таких неопределенных задачах нас устраивает почти любой результат. Тем не менее, задача может быть немножко другой. Что если у меня в фотографии часть, вот как здесь сейчас, да, белая, бестекстурная, и поэтому я там не могу решить объективно, как обстоят дела. Но часть резкая и в фокусе. Даже в ботинке именно такой промежуточный случай, потому что где-то может быть засвет, где-то может быть какая-то пластиковая часть гладкая. И именно чтобы снизить риск ошибки, мы принимаем решение не в каждом пикселе независимо, оценивая резкость, четкость или размытость и отсутствие текстуры, ведь их легко спутать. А мы пытаемся оценить для всего кадра целиком. Именно это мы делаем, когда, взяв карту глубины, мы рассекли пространство на глубины и в каждом секторе расстояния от наблюдателя проводим голосование, насколько много там подозрительных улик, что это часть пространства врезкая и так далее. Вот. Поэтому, значит, как корректно он будет определять, скорее всего, некорректно, но потому что задачу невозможно решить. Условно взять машину, что он скажет? Присылайте в Telegram-канал, значит, ваш пример фотографии, и я с радостью запущу его на этих данных. Если ссылки на Твиче пока нету, то я обязательно добавлю. Ну или вы просто меня можете нагуглить, написать мне в личку. Это все легко, или на почту. Но я просто к тому, что, может быть, вы за пару минут найдете пример. Любую машину одного цвета с Google картин. Давайте попробуем. Машина. Вот похоже, да? Я просто хочу повыше разрешение, чтобы это больше смысла имело. Я не понимаю, почему что-то... Откуда у меня... Почему у меня тратится... Я понял, почему у меня нет интернета, потому что у меня веб-камера с телефона, телефон по Wi-Fi отправляет видеопоток. Что я могу с этим сделать за быстро? Да, я знаю, что я могу сделать. Вот так я могу сделать. О, все, интернет работает. Только что мы запрофилировали нашу задачу. Да-да-да, вот, ну забыл, что поделать. И теперь возьмем какую-нибудь детальную фотку. Ну, ладно, будем считать, что это нас устраивает. Ага. Я просто ее хочу добавить сразу в датасет. Да мне тоже интересно, что получится. Ну, то есть, это, к слову, про то, что в целом-то тестировать часто бывает нелегко, потому что нужно что-нибудь придумать. Вот пришла в голову машина, отличный вариант, давайте попробуем. car.png. И теперь мы запустим на этом. Не нашел car depth. Но не забываем, что нам нужно препочитать для нее глубины. Для этого есть скрипт build depth. Давайте запустим его в свою очередь.
Не нашел depth anything, потому что папка запуска, что ли, изменилась. Да, папка запуска изменилась. Она должна быть внутри depth anything. Но это займет пару минут, я думаю, заработает. Не нашло мейна. Все, пофигу, мы этот скрипт переносим в depth anything. Так он точно запускался. Так он был написан, так он был создан. Пара-па-па. Давайте просто его вот так запустим. Единственное, будет долго обрабатывать, мы можем оставить только ту картинку, которая нам нужна. То есть... car.png, по-видимому. Да, вот все, он построил для нее глубины. Глубина выглядит правдоподобно. Ну и теперь давайте запустим на этом наш детектор фокуса. Причем то же самое для ускорения. Давайте здесь точно так же ограничим перечень картинок для обработки, которые нас интересуют. Это машина. Обработал. Давайте посмотрим на отладочную визуализацию. Вот она машина, бла-бла-бла. Ну вот, кстати, неплохо. Вам нравится этот результат? Мне нравится. То есть я не знаю, я бы это считал, честно говоря, тоже в фокусе. Но во всяком случае это что-то приемлемое. Давайте посмотрим, как голосование выглядело. Вот это, вот как бы вот правая грань, это точка наблюдателя. Эта грань, это бесконечно удаленная, самая дальняя, что есть в этой картинке. Соответственно, вот это, видимо, машина, вот это, наверное, машина, вот это газон между машиной и нами, и вот это то, что подальше. Ну вот здесь, видимо, данных сильно меньше. Наш алгоритм, он от пикового значения 154 расширяется по всем значениям, которые хотя бы в 10, не более чем в 10 раз слабее, то есть до 15 значения. 24 больше 15, поэтому оно засчитывается. 8 меньше, чем 15, 10% от 154, поэтому оно не засчитывается. Поэтому где-то вот здесь, в пространстве глубины, находится плоскость, которая отсекает машину от всего, что стоит за нею. Ну и вот. Так что что-то сработало. За счет чего? За счет того, что в первую очередь, давайте еще посмотрим, кстати, да, интересно, где точки голосования. Собственно, где наши точки, которые проголосовали за резкое изображение. Ну, вот они довольно много. Где? А, вот эти. Вот они. Они не на машине. Поэтому твое справедливое замечание по поводу гладкости с машиной действительно было любопытное. С машиной оно действительно, видите, точек там нету. А вот на Земле их очень много. И не только на глубину смотрим, сейчас скажу. Смысл в том, что вот буквально что мы делаем? Мы пытаемся по этой фотографии найти точки, где вот прям супер нажористые изменения текстуры. Это делается с помощью построения пирамиды Гаусян и difference of Гаусян. На прошлом видео на YouTube можно это посчитать, посмотреть, там чуть подробнее. Но важно то, что по факту это попытка понять, что здесь есть какое-то резкое высокочастотное изменение картинки. Маленький какой-то объект, который очень сильно контрастен. На машине таких мало, потому что так как она глянцевая и гладкая, в каждом отдельном месте почти нет никакой информации. И поэтому это не улика, что что-то резкое и в фокусе. Но на Земле эта информация есть, а так как Земля находится на таком же удалении от зрителя, что и машина, то эта Земля с ее голосами, не вот эти, а вот эти точки. Эта Земля, вот эти точки, правильно подсказывает нам, на какой глубине все резко и четко. А машина, в свою очередь, об этом знает только на своей решетке радиатора. Очень рад. Ну и все. Получается, что вот срабатывает, супер кайф. Я уверен, что есть случаи, когда не работает. Уже у меня в датасете были случаи, когда не работает. Там ладошка, например, вот здесь не обработалась целиком. Она, правда, вся в целом не очень резкая и в фокусе, но все такое.
Неважно, мы сейчас не прямо оптимизируем качество, мы двигаемся в том направлении, в котором в моменте захотелось двигаться больше всего. Сейчас мы хотим закоммитить наконец рефакторинг, давайте это и сделаем. Значит, мы здесь где-то ограничили перечень картинок, убираем это. Опять забыл сделать to-do реверт, но неважно. Ну, то есть мы условно считаем, что все, что на одном расстоянии, находятся в фокусе. Либо, если две точки находятся на одном расстоянии, то либо они обе в фокусе, либо они обе не в фокусе. По умолчанию у нас презумпция вины, что все точки вне фокуса, но если где-то точки говорят, что я резкая и четкая, у меня сильно меняется текстура, то она за всех, кто вместе с нею на этом удалении, говорит, они, скорее всего, тоже в фокусе. То есть на одинаковом расстоянии так оптика работает. Операции, это какое-то искажение, я не знаю, как работают операции, давайте загуглим. Теперь у меня быстрый интернет, все лишние скачки вырублены. Операции. Я действительно не знаю, поэтому мне нужно прочитать для начала, чтобы ответить на вопрос. Я думаю, я быстрее загуглю, чем вы будете рассказывать. Операция, камера. У меня же есть нейросеть для этого, черт побери. С этим-то она справится без ошибок. Что такое операция фотографирования? Оптическое искажение из несовершенства линз. Точки не в одной точке, в результате движения размытым, с цветными ореолами. Значит, цветные ореолы, я думаю, нас не очень беспокоят, потому что, презумевшись оттенок, может от ореола меняться, но, скорее всего, там все так же либо какая-то детальная текстура и маленькие объекты, либо там все супер размытое и без ореола, так что это навряд ли влияет. Геометрические искажения, я тоже, я так понимаю, не повлияет, а вот это самая интересная часть, про размытость. Цвета разные преломляются по-разному. Хроматическая. Дисторсии точно на это никак не влияют, потому что они меняют геометрию, но не меняют... Они не делают так, что точки на одном расстоянии от наблюдателя могут быть по-разному в фокусе или по-разному размытыми. Так, какая именно аберрация? Может быть, ты можешь уточнить? Но вот если мы через какую-то линзу смотрим, это просто, наверное, не про аберрацию, а вообще, типа, если вот у нас есть линза, которая меняет фокус, здесь у нас все в фокусе, эти не в фокусе, они, казалось бы, на одинаковом расстоянии, значит, у меня есть условно два разных цвета на краях, они расползутся по координатам, то есть точка синяя и красная, которые рядом с краем, расползутся в разные стороны. Я понял. Вот это, наверное, похоже, да? Ага. И как это навредит? Да, понял. Да, хороший вопрос, интересно. Казалось бы, это... Мы преобразуем картинку в черно-белую. Соответственно, для нас это выглядит не как расслоение двух каналов цветов, красного и синего, например, а для нас это выглядит как будто, если не одноцветная, будет теряться фокус. Не понимаю, почему теряться фокус. У нас же типа, вот я на эту картинку смотрю, если я преобразую в черно-белую, у меня же этой информации в целом достаточно для того, чтобы решить, что в фокусе, а что нет. Почему, почему будет мыло? Вот эти штуки либо, в принципе, такие же резкие, как и были, или такие же размытые, как и были. Я к тому, что аберрация как будто не меняет резкое на заблюренное, а заблюренное на резкое. То есть ни в ту сторону она вроде бы не преобразовывает изображение. Черно-белость, преобразование в черно-белую картинку точно ничего такого не меняет, как будто бы, да? А сами аберрации, вот здесь, во всяком случае, я этого не вижу. Если этот плавник был в фокусе, у него были четкие границы, этих границ станет как бы две, он будет двоиться, но они будут резкие. Аберрацию листвы. Посмотрим. Аберрация дерева. Это что-то не то, как будто бы. Аберрация листвы. Ладно, я сейчас быстро не найду. Если коротко, вот это может быть, кстати. Да не, ничего, вопрос-то интересный.
То есть по краю изображения, несмотря на то, что край, в отличие от центра, типа, может быть, этот объект находится на том же удалении, что и центр, в центре аберрации нету, на крае аберрации есть, и из-за того, что это смещение, типа, наложило листву и листики друг на друга, оно выглядит более размытым, в отличие от того, что выглядит по центру, да, и поэтому эти объекты действительно будут выглядеть по-разному. Ну, как будто бы да, как будто бы да. Главный вопрос, а что в этом случае правильный ответ? Потому что в этом случае центр, видимо, в фокусе, периметр не в фокусе. А так как мы объекты на одном удалении приравниваем и говорим, что они должны совпасть, то, видимо, вот это наше предположение сломалось. Поэтому алгоритм в любом случае не идеален, задача нерешаема. И мы, наверное, приносим все-таки это в жертву. Мне не хочется отказываться от этого свойства предположения о совпадении глубины. Да, супер. Тогда я понял, о чем речь. Да, крутой поинт. И, тем не менее, дальше вопрос как бы... Вот может быть так, что, например, для нас аберрация — это просто самый важный сценарий, у нас они постоянно бывают, да, в наших данных. Тогда нужно менять алгоритм. Но мы принесем, в свою очередь, в жертву переиспользование глубины. Если же глубина, вот ее переиспользование за счет этого добавления алгоритму отказоустойчивости и надежности стоит того, то, может быть, аберрации нужно принести в жертву. Это вопрос уже такой типа дизайна алгоритма и случая, в котором применяется. Не-не, докапывание отлично. Типа, до тех пор, пока все происходит уважительно, это замечательно. А отказаться и скипнуть со словами «жалко на это тратить время» я всегда смогу. Во всяком случае, точно научусь, если потребуется. Вот, так что все хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, в общем, да, значит, мы, в принципе, разобрались, с машиной тоже сработало, с операциями мысленный эксперимент говорит о том, что в теории могут быть проблемы, и дальше нужно просто принимать решения в зависимости от случая и того, что нас интересует. Давайте закоммитим рефакторинг и порадуемся, что оно работает. Тудушки просто на всякий случай не забыл, я надеюсь, удалить. Это нужно в папке src, не забыл удалить, значит, мы коммитим. Рефакторинг. Сплиттинг int debug плюс high level function. High level. Какая там была функция? High level function. Убрать машину файл. А я не коммичу, я коммичу сейчас только исходники. Да. Это мы закоммитили. Как картинки у меня вот здесь лежат, и единственное, что я из картинок коммитил, это входные изображения вот этих случаев. Красное — это то, что в гид вообще не закоммитено. У тебя расчет только для машины. Да. Нет, все повезло, все хорошо. Это run detection, in-focus detection, это уже библиотека. Все хорошо. Вот. И еще это чисто, мне просто так нравится делать. Я последние несколько лет начал делать следующее. Не утверждаю, что оно того стоит, но для меня это точно хорошо работает. Я записываю, сколько времени какой проект занял и, соответственно, какие шаги сколько заняли. Соответственно, сегодняшний день, в прошлый раз я кодил 15 этот проект 15 июня, значит, 15 давайте сразу запишем, пусть и в долг, что тогда примерно 2 часа, и в результате 2 часа И сегодня я начал в 19:30, ну где-то 1,5 часа. В принципе, цель таких записей в том, чтобы просто замечать, на что и сколько тратится времени, сколько в сумме тратится времени на проект, или, например, когда, в каком месяце я больше над ним работал.
особо смотреть на это даже не хочется, но очень круто работает мотивация, особенно если бы это не было на стриме, в стиле, что, условно, вот я сел в 19:30, я записал это, написал тире, и дальше я работаю. Вот у меня есть четкий фокус, потому что я сам с собой играю в игру, как много я успею сделать за каждую сессию, за каждый заход, за каждый этап. И это мне помогает фокусироваться. Это, наверное, что-то про самообман в какой-то степени, но он хорошо работает, почему бы и нет. И коротко запишу, что за баг привнесла ChatGPT. Из такого спортивного любопытства интересно исследовать, какие задачи нейросети решают, какие не решают и в чем могут набагать. В каком-то смысле это в том числе развитие меня как специалиста, который хочет применять нейросети, а значит хочет знать, какие у них ограничения, возможности и пределы. Много это немного, много это по чуть-чуть каждый день. Я согласен. Это прям какое-то откровение, когда начинаешь чувствовать, что, двигаясь по шажкам, можно прийти примерно куда угодно. Главное, чтобы это было что-то светлое и доброе, а не куда-то еще. Вот. Итого, что за баг был привлечен? Threshold estimation with wrong extremum mask. Ну, короче, она не ту маску учитывала, перепутала, что не по этапам, а у нас там разветвление логики было. Ладно, и теперь я, соответственно, перехожу к следующему этапу, записываю, сколько сейчас времени, 21:10, и записываю, и делаю что-нибудь дальше. Что мне нужно еще сделать? У меня были какие-то планы, значит, рефакторинг, ну, в принципе, осуществлен, пусть будет. Мне не очень нравится название файлов, можно их поменять. Мне, честно говоря, кажется, что... Ну, давайте просто посмотрим на текущий результат. Значит, after refactoring, before refactoring пусть еще пока будет, after refactoring я удалю, а before refactoring на всякий случай будет. Вот это все я тоже удалю и заново пересчитаю. Убедюсь, что у меня в изменениях в алгоритме сейчас ничего нету. Прекрасно запущусь с чистого листа. И, посмотрев, подумаю, как бы переименовать файлы, чтобы мне было это симпатично и чтобы я в этом ориентировался. В чем, в общем-то, запрос? Что меня беспокоит? Меня беспокоит то, что, открыв вот эту штуку, я периодически хочу открыть маску, посмотреть на проголосовавших, и вот между этими картинками тыкаюсь, не попадая с первого раза. Вот эта картинка сейчас уже мне точно бесполезна. А значит, я хочу ее убрать. Ну и оставить так картинки, чтобы дальше их эффективно использовать. В принципе, это просто вот по приколу. Мне захотелось этот аспект проекта улучшить, ну я его сейчас улучшу. А так прям необходимости в этом нет. Все вот это мне кажется очень ценным. Оно показывает пирамиды Гаусян и difference of Гаусян. Дальше начинается прикол, вот это мне кажется очень ценным, это мне кажется очень ценным, это мне кажется очень ценным, это очень ценно, оно показывает, какие корзины в глубинах победили, то есть были признаны как в фокусе. Вот это очень ценно, это те, кто голосует, а вот это все, вот это вообще типа отладочное, вот это тоже было отладочное, мы ее использовали, чтобы отладить баг рефакторинга. Это показывает распределение трешолдов. Вот это я хочу, наверное, оставить. Вот это не хочу, вот это от этого вообще чем-то отличается? Ничем. Класс. Значит, это тоже не надо. И вот это тоже не надо. Значит, вот эти три картинки я хочу удалить. Супер, нахожу просто, где они в коде создавались, и просто не стесняясь удаляю. Вот это кусочек кода. Давайте сразу найдем, какие еще я хотел удалить. Я хотел удалить вот эту, вот эту, вот это, а вот эту оставить. И если я в коде посмотрю, то... Вот этот удален. Давайте его отсюда удалим, чтобы не запутаться, с кем я уже разобрался. Вот этот, в свою очередь, удален. Удаляю отсюда. Так, этот я хочу, этот не хочу. Вот этот остался удалить. И его ищу. Ну и все. Для контрольной проверки удаляю все это и перезапускаю алгоритм. К слову, для предсказуемости, наверное... ну он и так вначале как раз ее обрабатывает. Поэтому вот я получил картину. Значит, черно-белая, пирамида, difference of Gaussian. После этого распределение значений, чтобы увидеть, какие значения там вообще есть, точки голосования, распределение по корзинам, глубины. Все, теперь мне нравится, как это выглядит. Единственное, вот эту штуку я бы переименовал. Мне кажется, что я хочу ее... Я хочу в название включить слово distribution, потому что я считаю, что это распределение. Поэтому давайте напишем
doc extremums distribution. Удаляем, запускаем. И пум-пум-пум. Видим, что теперь это приятно выглядит. Я теперь в этом ориентируюсь. Я теперь points of focus mask могу... Ну, я, может, еще voting points mask. Так, еще 1 минуту я потрачу на это. Voting points mask. А еще нам нужно... Наверное, я хочу еще номер. Номер, ладно, все, неважно. В общем, теперь меня это все устраивает. Делаю коммит, потому что не хочу, чтобы у меня эти изменения суммировались с какими-то другими по смыслу изменениями. То есть это просто минорный рефакторинг того, какие картинки сбрасываются и под какими названиями. Так, значит, отладочную визуализацию я вытащил. Теперь еще неплохо было бы сделать контроль, что такое резкое, что такое нерезкое, потому что, да, задачи нерешаемые и прочее, но хотя бы в таком сценарии хотелось бы дать контроль и сказать, что мы хотим вообще супер резкое, и как бы окошко допуска сузить, сказать, что только вокруг правильного ответа нас интересует. А может быть, мы хотим очень широко и вольно смотреть на точку фокуса и брать большой зазор вокруг. Поэтому хочется, чтобы был какой-то ползунок. Это вот эта задача. Потом хочется какой-то сетап и хочется выложить на PyPy. Кроме того, хочется сделать, чтобы построение глубины было не как сейчас вот этим костылем отдельно специальным скриптом, который строит глубины для всех, а на лету было частью нашего алгоритма. Для этого, чтобы оно еще быстрее работало и могло использовать вычисления на видеокартах в рантайме лучше на всех компах, стоит использовать ONNX и перейти на эту библиотеку. Наверное, вот это мне сейчас больше всего хочется просто по расположению духа сделать, поэтому давайте вот это сегодня еще сделаем. То есть план будет в том, чтобы ONNX depth anything. Хотим намигрировать на него. Хорошо. Заметим, что вот тоже с точки зрения пин-теста у нас есть глубины, вот они, и NumPy массивы, и в принципе есть результаты. Пиво закончилось, понял. Собственно, тогда давайте забэкапим все эти картинки. Как бы что может быть лучше, чем много по чуть-чуть каждый день? Много по чуть-чуть. Черт, я думал, ты формулировал, что лучше мало, но по чуть-чуть. Так. Значит, что нам осталось? Так ты можешь еще сбегать за пивом и продолжить смотреть наш замечательный стрим, потому что еще минимум полчаса будет. Я думаю, что еще час будет. Ну, в общем, до 10, я думаю, я точно еще что-то смогу сделать. Итак, before ONNX скопировали результаты. Это вот такой пин-тест. И сюда же скопируем теперь гораздо более удобном виде наши битовые маски, их гораздо легче будет сверять. Спасибо за комплимент. Вот, давайте теперь, собственно, сделаем ONNX. У меня на самом деле в плане потом сделать всякое разное в стиле, что вот просто есть какие-то всякие хотелки, а теперь благодаря нейросетям можно попробовать это делать, благодаря стримам повышать мотивацию и вовлеченность с моей стороны, и за счет этого вот так вот планомерно продвигаться. В частности, я, например, хочу еще сделать, вот, например, сейчас вот будет запись, я хочу выложить на YouTube. Было бы прикольно автоматизировать вырезку всех моментов, где я молчу и просто пишу код, ускорить их, например, там 4х,
и за счет этого автоматически сжимать видео. Ну, просто прикольная, типа, алгоритмическая задача. Ну, не алгоритмическая, а просто инженерная задача. При этом так с чистого листа делать ее целиком немножко лень. А вот написать с помощью нейросетей, по большому счету, просто аккуратно декомпозируя задачу, проводя эксперимент и думая о том, как там подогнать все вещи, чтобы оно автоматически делало все правильно. Это прикольно. Может быть, что-то такое будет на стримах. Но в целом, да, так я специализируюсь в компьютерном зрении и видеокартах, то обычно что-то около этого. И пока что план в том, чтобы максимально далеко зайти вот с этим алгоритмом. Вот, соответственно, мы заморозили результаты как просто маски, так и промежуточные, если потребуется, и теперь можем смело пытаться построить новые карты глубины с помощью NNX и на них мигрировать, это будет удобнее. Попросим нейросеть нам с этим помочь. Что нам нужно? Ну, а вообще ONNX — это библиотека, которая позволяет исполнять машинное обучение, уже обученную нейронную сеть на компьютере. То есть ONNX не занимается, во всяком случае до сих пор, наверное, в теории они потом это будут делать, но пока что они не умеют, не занимается обучением нейросетей. Это буквально библиотека, которая позволяет на лету запустить заранее обученную нейросеть. Соответственно, минус в том, что обучать нейросети нельзя, плюс в том, что у ONNX, наверное, самая широкая поддержка разнородного железа. Ее можно запустить на NVIDIA, иногда даже на AMD, на процессорах, на всяком разном. Ну, в общем, довольно широко. Итого, она предлагает Depth Anything Large использовать. Откуда, интересно, я его возьму? Он вообще существует? Ага, она мне просто говорит, что возьмите готовую модель, готовые предобученные ONNX веса, и затем используйте. Вы можете найти ONNX Export из официального репозитория или ONNX Zoo. А на чем еще, да, кроме NVIDIA? Ну, это очень хорошее замечание. К сожалению, все тяжело, и по факту сейчас проще всего только на NVIDIA. Но если у вас легковесная нейросеть, то на процессоре достаточно легко и быстро можно исполнить задачу. Если у меня на работе так все обстоит, если хочется максимально широко поддержать пользователей, даже не только с NVIDIA, то, например, часто везет, если задача простая, легковесной нейросети достаточно, можно исполнять это на процессоре. Хороший пример, вот очень близкий к тому, что мы делаем, и в какой-то степени я его держу в уме, делая этот проект и ориентируюсь на него, это RemBG. Это библиотека, которая по фотографии удаляет фон, то есть фотография с тигрой, получили просто тигру. Фотография с машиной, получили просто машину, ведь человек, кому интересно человек. Какие-нибудь маки на силиконе не шарят. Маки на силиконе тоже исполняют ONNX. Давайте проверим. ONNX, Backend, Mac, Silicon, Inference, Support. Вот как будто бы есть об этом упоминание. Не факт, что это официальный репозиторий, но у него довольно много звезд. Обычно это критерий успеха, очевидно. Так что, видимо, да, поддерживает даже маки. Поэтому, ну, то есть в целом обычно самое широкое, что есть, это ONNX, самое хорошо поддерживающее. Бывают маргинальные случаи, когда есть в какой-то другой библиотеке поддержка какого-то железа, а нету в ONNX, но в ONNX обычно есть. Если там нету, то обычно вы обречены. По поводу поддержки, например, AMD тоже все не так плохо. У AMD есть так называемая ROCm платформа. Это специальный стэк видеодрайвера. И, возможно, ONNX можно исполнять на нем. Ну да, вот. ROCm Execution Provider, то есть это реализация ONNX, по сути что-то типа драйвера, который позволяет исполнить ONNX задачу общего назначения, то есть произвольную модель, за инференс на AMD-шном железе. Проблема в том, что этот ROCm драйвер сложно поставить, ну или иногда невозможно, поставить на игровые видеокарты. Реально качественно AMD его поддерживает только под отдельные модели профессиональных видеокарт. Они обычно называются даже не профессиональных, а видеокарт из дата-центров, Instinct Accelerators. Ну, потому что AMD фокусируется на дата-центрах. AMD синтезирует любые разряды извращения. Я согласен, буквально. То есть может быть так, что вы там студент, да, у которого AMD видеокарта, потому что она топ за свои деньги или осталась со времен, когда вы покупали для игр, у вас просто не с чем больше работать. Тогда, ну, придется искать вот библиотеки, которые хоть что-то умеют делать из машинного обучения и прочее. Но по факту, конечно же, это есть кактус. Так же, как и со всеми вещами типа процессоров, операционных систем и так далее. Лучше использовать
ширпотреб, если хочется, чтобы он был наиболее отлаженным. Потому что если продукт массовый, то он наиболее отлаженный. Какой-нибудь, я не знаю, ну вот винда. Почему я использую сейчас винду? Потому что мне нужна всякая штука для стриминга, мне запариваться и настраивать это на Linux сейчас откровенно лень. Потом, может быть, я это сделаю, и тогда буду стримить оттуда. Но на винде я все настроил, у меня там условный микрофон пишет как-то достаточно неплохо звук, все работает, и испытывать судьбу на Linux сейчас я не готов. Потом, если, например, удобство разработки на Linux будет перевешивать вот эти как бы затраты, которые мне сейчас не хочется делать, я это сделаю и разберусь, настрою. Вот. Но винду, как способ использовать ширпотребное, популярное и за счет этого достаточно хорошо отлаженное и надежное, я сейчас предпочитаю. С NVIDIA то же самое. Я использую NVIDIA, хотя очень сильно симпатизирую AMD как компании, которая в среднем меньше пытается заточить в свою там эту штуку и так далее. Да, я компьютерным зрением занимаюсь, но в основном не машинным обучением, а традиционными методами. То есть всякие вот, собственно, как построить вот этот ботиночек, трехмерную модель. Вот, там нейронное обучение, машинное обучение пока что дает плохие результаты на больших датасетах. Не, мы на Linux разработчик. У нас часть разработчиков на Linux, часть на Винде, а поддержка пользователей и на Linux, и на Винде, и на Маке. И все работает. А у конкурентов только Винда. Поэтому нас использует часть пользователей, которые просто не могут использовать конкурентов. Но мы хотим использовать Depth Anything через ONNX, чтобы это было легко делать каждый раз и в идеале использовала видеокарту. Значит, нейросеть мне предложила что-то общего назначения. Просто Standard Production, который веб условно почти всегда Linux. А у нас сейчас Standard Production. Не понимаю. Мы пишем коробочное решение, которое доходит до пользователей, они его запускают как десктопное приложение. Поэтому наша целевая операционная система — это то, на чем живут пользователи. Не под веб, именно десктопное приложение. То есть, грубо говоря, вот типа PyCharm — это десктопное приложение, вот и у нас такая же. Вот. В общем, она мне предлагает взять готовые веса и просто их запустить. Очень круто, но проблема в том, что таких весов нету. Если я не ошибаюсь, я видел какой-то репозиторий на GitHub, который буквально решает эту задачу. Ну вот да, винды больше всего, это нужно просто учитывать. Depth Anything, ONNX, GitHub. Хороший пример, кстати, что нейросеть не вывезла. А давайте попробуем, кстати, может быть, она вывезет, если я попрошу ее, во-первых, O3. Всегда любопытно столкнуть лбами одну нейронку с другой. А во-вторых, интересно попросить ее погуглить, но она, возможно, уже что-то гуглит, она что-то про Hugging Face говорит, но, возможно, она ее просто помнит со времен, когда ее обучали. Но давайте пока двигаться альтернативным путем, искать Depth Anything ONNX. Вот, есть репозиторий, и он очень популярный, и я ему тоже поставил звездочку. И здесь интересно... Даже она это же 2 раза может праздновать. Да, конечно. Но если, например, я статистически... Ну, просто O3 в среднем я прям видел стабильно, она круче результаты дает. А еще она дороже. А если дороже, значит лучше, наверное. Так что, конечно, это все недостоверно. Вот, Below Conside Cookbook. Значит, он мне предлагает это все бла-бла-бла, веса. Ага, на Hugging Face есть ONNX модель, которую мне предлагали запустить. Ну, прекрасно. Я возьму и скачаю. И где здесь это интересно? Скачать файлы и версии. А вот ONNX папка. Модель. Это поквантованные версии. Я согласен. Котики — это святое. Давайте посмотрим, какие они прекрасные. Если не работало хорошо, значит, работает всегда. Так. И нас интересует, я думаю, что самое легковесное, самое маленькое по размеру. Просто потому что мы же конечному клиенту, который будет, например, ну, хочется надеяться, использовать эту библиотеку, ему придется сначала скачать этот файл. Поэтому давайте брать самую маленькую и будем надеяться, что этого качества нам достаточно. Скачиваем. И пусть качается. Когда скачает, запустим. И теперь
В общем-то, она мне предложила весь путь, как это сделать. Да, да. Значит, просто копируем и надеемся, что это сработает. Не забываем поставить ONNX Runtime. И создаем новый скрипт, который будет заниматься run ONNX depth anything. То, что 200-300 мегабайт при современных объемах десктопе вообще разницы нет. Да, я согласен, но там был еще гигабайт, например. Вот есть гигабайт. Можно будет взять побольше. Но это такая логика сейчас, что в стиле я возьму самое простое, самое маленькое, потому что если, например, я бы знал, что качество всех этих нейросеток для меня достаточно хорошее, то буквально второй критерий, и, собственно, последний оставшийся, который у меня есть, это сколько они весят. И тогда я хочу взять самую тупую, самую маленькую. Если я сейчас ее использую, и она даст мне плохой результат, вот тогда я захочу попробовать. А может быть, я найду баланс лучше, если возьму нейросеть потяжелее. И может быть, в результате я останусь с вот этой гигабайтной. Так-то, конечно, да, разница небольшая, согласен. Копируем эти ONNX веса. Ну, вообще, папку OSR... Ладно, папку OSRC это беспредел, конечно. Кладем куда-нибудь сюда, например, в папку Models. Не добавляем ее в git, естественно, поэтому она красная. И здесь копируем тупо то, что нам предложила нейросеть. Минимальный inference. Ничего не читаем, мне это все не важно. Если оно будет работать, то и прекрасно. У меня есть способ верифицировать качество результата. Это то, что в целом работает мой алгоритм. Здесь я тоже менять ничего не буду, кроме пути к картинке. Это, соответственно, шаг вверх, чтобы дойти до корня проекта, после чего мне нужно зайти в папку Models, и после чего мне нужно зайти вот в этот файл. Он еще предлагает мне и CUDA, и процессор провайдера, то есть пытается найти и то, хоть что-то заработает. Это меня все устраивает, тоже делать ничего с ним не буду. Картинки скармливаются, видимо, вот, и считывается здесь. Соответственно, вот здесь мне нужно скормить ей картинку на вход. Создадим переменную ImagePath. Просто вверх ее вынесем, чтобы она была наглядная, бросалась в глаза и легко было сориентироваться. И воспользуемся ею. Например, для машинки это будем делать. После этого смотрим, pip install как раз отработал, установил ONNX Runtime GPU. У нас есть вот этот CUDA Execution Provider, скорее всего, мы можем на видеокарте это посчитать. Ну и запускаем его. Смотрим, сработало или нет. Оно какой-то трешак вывело в консоль, это страшно. Я не знаю, что это такое, если бы я знал, что это такое. И картинка вот создана. Контент для работяг. Не ложить. Да, вот непонятно, что с этим делать. Я хочу посмотреть, правда ли, что вся эта картинка чисто черная. Да, я вообще нигде не вижу ничего, но 004 везде цвета, то есть она вся просто черная. То есть что-то не сработало, как ожидалось. Еще что-то наспамилось в консоль, стрёмненькое. Ну, сначала я хочу исследовать самый простой вопрос, что же наспамилось в консоль. Просто исполню по шагам, чтобы найти, какая строка вот этого скрипта привела к вот этому выводу в консоль. Может быть, это даст мне какую-то подсказку, в чем, собственно, дело. Ну и выполняя просто по шагам, открыв консоль. Пока что я вижу, что все хорошо, консоль чистая. Вот проблема появилась, то есть проблема появилась в момент запуска инференс-сессии. Ладно, скажу об этом нейросети. Пусть она мне с этим поможет. Естественно, будем вежливы.
Нет, я просто предпочитаю сжигать деньги венчурных капиталистов, которые финансируют OpenAI. И раз уж они сейчас платят больше, чем я за железо, которое это все исполняет, то пусть они оплатят и это thank you. Мне кажется, это неплохой способ потратить их деньги, немножко потратить их на хоть что-то хорошее, например, на благодарность. Может быть, есть способы лучше, конечно, но пусть пока так. Я thank you сейчас пишу буквально для анекдота и по приколу. Я думаю, что уже давно я привык не писать ни thank you, ни please. Вот, мы ей сообщили о том, что выполнение строки с инференс-сессией, с ее созданием, спамит в консоль всяким трешаком, и хочется с этим разобраться. Причем, не знаю, не за что зацепиться взгляду. Хотя вот здесь CUDA, Executor, Provider, то есть каждый второй символ разумный, каждый первый плохой. И еще я сообщил о том, что результирующая картинка полностью черная. Мне предложили... Здесь что? Она мне предложила логику. Она еще не предложила, она просто думает. Ну, пусть пока думает. Но вот интересно тоже про отношение к нейросетям в смысле, что по-доброму или не по-доброму, и с каким-то цинизмом. То есть, да, можно это относиться как к калькулятору, а если... не знаю, типа, кажется, грань-то размытая, действительно, есть, типа, живые сущности. Не знаю, собачки, кошечки, люди. А есть железяки, это, ну, вот просто инструмент. Кто-то даже машину олицетворяет, там, называя ее ласточкой и так далее. У меня нету черно-белого взгляда на мир, мне кажется, что это в своего рода прикольно. Но я так сам не делаю, в смысле, это странно в моей системе мира. Так, она мне говорит о том, что действительно, значит, две проблемы она их фиксировала, то есть она меня услышала, это уже приятно. И в первой говорит о том, что есть какие-то цветные сообщения, и эти сообщения выглядят как мусор в терминалах, которые не поддерживают свет. По-видимому, PyCharm не поддерживает свет, и из-за этого все выглядит как мусор. Мне предлагают поднять severity для ошибки, но тогда я увижу только ошибки, а я хочу полные логи. А как мне выключить цвета? Или как мне выполнить это в другом терминале? Я могу в этом терминале, например, выполнить скрипт, тогда будет лучше, да? Наверное, так и сделаю. Захожу, соответственно, в SRC и запускаю ONNX. Если мы сейчас... Да, вот, видимо, вот это сообщение мы не видели. Оно раскрашено в желтый, это в красный, и PyCharm поперхнулся этими отладочными символами визуализации цветов. Когда в апреле ГПТ выкатил хамовитый и капец он... А я не застал. Я, в смысле, не использовал тот момент ГПТ активно, так, чтобы это увидеть. Но да, я слышал всякие приколы. И он нам говорит о том, что не нашелся кублас и прочее. Ну, сейчас я не хочу этим заниматься, я это запишу как в планы, с этим надо разобраться, но это техническая часть, что-то не очень интересно это на стриме делать, но запишу как планы. Fix CUDA support in ONNX. Install dependencies. А сейчас я решу это очень просто, согласившись на использование процессора. Буду. Не забываю добавить туду, чтобы не забыть вернуться к этому вопросу. Запускать я хотел все еще из терминала, естественно, чтобы увидеть ошибки, если они есть. Но я знаю, что ошибок не будет, и это хорошо. Другое дело, что, скорее всего, он и так переключился на процессор, да. То есть я просто решил эту ошибку, ну, хорошо, а вдруг он не переключался на процессор, так я буду уверен. Теперь у нас осталась одна проблема, это почему картинка черно-белая. Он мне говорит о том, что в сеть скормили ненормализованные данные, поэтому все результаты схлопнулись примерно к нулю. Применить нормализацию, которую ожидает depth anything на вход перед тем, как делать run. Ну, здорово, почему же ты, уважаемая нейросеть, это не сделала изначально? Ну ладно,
скопируем вот это. Я копировать и заменять целиком его не буду. Я хочу применить изменения, которые она мне предлагает, только там, где я понял и согласился с изменениями. Это изменение про нормализацию. Соответственно, вот я вижу, что картинка считалась. Вот я вижу, что картинка считалась. Дальше она сделала преобразование, нормализацию цветов. Пум-пурум. И вот здесь делает inference. Inference у меня здесь. Значит, мне нужно скопировать вот эту часть. Как будто бы. А вот эту часть, у нее ее нету, да, или есть RGB, BGR, RGB, BGR, resize, resize, а здесь вот это тоже от -1 к 1. Вот этот код она теперь не пишет, я закомментирую на всякий случай, а вот этот код она добавляет. Да, запускаем. Вежливым надо быть со всеми. И что-то пошло не так. Сразу захотелось наругаться на нейросеть. Сразу, не запустилась. Но, правда, по моей вине, потому что я не целиком ее код запустил, а сам что-то начал мешать, менять и прочее. На эту тему у меня есть вот такая прекрасная гифка, отправленная дорогим подписчикам. Соответственно, можно догадаться, что аквалангиз здесь это не я. Теперь как-то это хочется скопировать. Ладно, наверное, нужно признать и просто использовать код, который мне она предложила. Мне нужно будет изменить только путь к картинке, путь к весам и убрать куду, чтобы не видеть ошибки. Поэтому я просто беру и то, что она мне целиком предложила, копирую. Мне нужны веса. Это models, это... И картинка. Картинка — это, в свою очередь, .data.car.png. Она все еще спамит. Спамит она, потому что я не из терминала запустил. И потому что я куду не убрал. Поэтому я убираю куду. И смотрю на результат работы. А результат работы здесь сохраняется... он вообще не отработал. Он там что-то ругается. Теперь он хотя бы не будет спамить в консоли, я перезапущу. Model output is constant. Check normalization input size. Расскажем об этой неприятности нейросети. Нейросети. Ну, кстати, у О3 есть объективный недостаток из-за того, что она reasoning, то есть она пытается строить вот эти цепочки рассуждений, на которые тратит свои токены, вот эти все тексты, которые она генерит. Это долго, потому что 4-я уже бы, наверное, начала отвечать. Но, честно говоря, наверное, это окупается. Ну вот, по поводу разработки через ChatGPT на работе, есть две большие проблемы. Первая проблема – тот код, который включает в себя старый, то есть при изменении кода. Я не могу скармливать, потому что это какая-то как бы интеллектуальная собственность и ценность для компании, и не хочется его скармливать, потому что алгоритмы относительно уникальные. Тот код, который пишется с чистого листа, и это какой-то код, который не представляет какой-то технической сложности, я люблю генерить с помощью ChatGPT, например, отладочную визуализацию и так далее. Отличная идея — ускорить себя и не тратить просто свое время. Но в сложных частях, а это все равно большая часть работы, наверное, слава богу, потому что мне это нравится, и я хочу, чтобы это было так. В сложные задачи ChatGPT не вывозит пока что. Это обычно просто C++, и там алгоритмы какие-то, которые, сложные, и вот оно не вывозит. Но про изменение кода, может быть, оно уже вывозит, я просто не знаю, потому что не могу попробовать, потому что не могу отправлять этот код. А локальный LLM попробовал, но локальный LLM, там 24 гигабайта видеопамяти несопоставимо хуже, они уже вообще ничего не могут. Ну, в смысле, они что-то уже могут, они все еще поражают воображение, но по сравнению с ChatGPT или там DeepSeek, это кошмар.
Тем временем она подумала и рассказала нам, что нейросеть увидела корректные данные. И поэтому сколлапсирует к минимальному... нет, наоборот. Почему валид? Инвалид, видимо. Make console clean and visible for debugging. Какая у меня версия NX Runtime GPU? У вас большой проект, в смысле размер кодовой базы? Ну, я уверен, что там условно больше, чем 100 тысяч строк кода, но не знаю, например, больше, чем миллион или нет. Не знаю. Но алгоритмы обычно локальные. То есть, в принципе, грубо говоря, контекст задачи был бы, скорее всего, ну, условно, там, 10 тысяч строк кода, ну, типа ограниченный. То есть это более-менее исчерпывающая задача. Исчерпывающая кодовая база, которая реально важна. Грепа на винде нету. Вот и начались причины разобраться с сетапом под Linux. Нам нужен ONNX. ONNX GPU 1.22. Это я уже сделал. Более того, я переключился на CPU. Скормить то, что авторы ожидают. Normalize image. Put the image to the same pipeline before transpose to бла-бла-бла. Print a quick sanity check. Должны быть от -2 до 2. Ладно, значит, я должен там, где считывается картинка, преобразовать ее в RGB. Проверяем. Преобразовал. Float преобразовал. 255 поделил. Дальше здесь происходит resize. Они resize делают в конце. Это не принципиально, это не важно. Среднее значение. Берется среднее квадратичное отклонение. И картинкой берется наша картинка, вычесть среднее, делить на вот это отклонение. Здесь это так и сделано, как будто бы. А почему тогда? Пока не знаем. Ну, неважно, не будем думать, будем сравнивать. Делает оно ровно то же. Еще здесь есть транспонирование. Транспонирование. То же самое здесь делает. 1.3.518 shape должен быть в результате. Ну, выведем в консоль, какая геометрия вообще у этой картинки после преобразования. Так, в смысле размер кодовой базы, то есть в контекст вы помещаете. Но контекст в чистом виде у ChatGPT, насколько я помню, там 1 000 000 токенов, в это 100% не помещается. Если он будет условно 10 миллионов токенов, не знаю. Там же в токене, по-моему, в среднем 3 английские буквы или типа того. Что хитрый формат +2, -2, вообще не знаю, даже думать об этом не хочу, потому что психическое здоровье превыше всего. Оно выводит в консоль shape, я хочу увидеть, что он 1.3.518.518. Запускаем. 1.3.518, супер, с этим я успокоился. Значит, пока что кажется, что оно делает все то же самое. Еще оно предлагает мне вывести минимальное, максимальное и среднее значение, чтобы оно было примерно в этом диапазоне. Беру и добавляю, чтобы просто сверить. Потому что, ну, вдруг нейросеть действительно это понимает. Ага, оно, во-первых, выходит за пределы. Оно сказало, конечно же, что оно должно быть примерно. Ну, вообще, наверное, действительно оно не строго должно быть от -2, по-моему, нормально. Проверьте, что вы действительно забрали настоящий выход глубины. Предлагается вывести в консоль, что вообще может выдать инференс этой нейросети, этих весов. Если я увижу диспаритет и AUX, видимо, вспомогательное, то глубина — это диспаритет, то есть это то, что типа параллакса, это то, что нам нужно. Ну, хорошо, выведем, посмотрим, что оно выведет. Значит, мы здесь результат забираем вот отсюда. Вот эти скобочки — это, скорее всего, все забор результата. Но я просто сейчас выведу, чтобы узнать, какие есть варианты результата. Классная ML. Магия почему работает, вообще не хочу париться. Ну да, ну как бы у меня сейчас не отношение в стиле, что я не хочу париться, а у меня сейчас отношение в стиле, что я потребитель. Я взял, у меня типа точка зрения в целом в большинстве случаев часто, без отношения даже к программированию, да, презумпция какой-то
мудрости, таланта и предположения, что автор Depth Anything, не дурак. Он, очевидно, не дурак. Его результат реально крутой. То есть то, что оно по одиночной фотографии так круто угадывает глубины, 5 лет или 10 лет назад я бы, с трудом мог себе представить и не поверил бы. Сейчас оно просто работает, и реально можно на это полагаться, даже в сложных случаях. Но я, как пользователь, сейчас просто не вывезу, если буду пытаться разобраться, что там устроено внутри. Если бы у меня такая цель была, то это одно. Но я хочу это применить, поэтому закопаться в каждый кирпичик просто непозволительная роскошь. Оно выводит какую-то ошибку. Почему этой ошибки раньше не было? Правда ли, что эта ошибка появилась, когда я добавил вывод вот этой сессии? Если я не вывожу, то оно отрабатывает? Это, видимо, та же ошибка, с которой мы, собственно, пришли к нейросети. А если я выведу все аутпуты сессии, то я увижу... Predicted depth — это кто выводит вообще? Еще я могу здесь отладчиком остановиться. И посмотреть по факту этой переменной, и что у нее за аутпуты. Интересно, из них можно вытащить. А вот predicted depth, shape у нее, я надеюсь, будет вычислен. А пробежаться в цикле оно что, не может? Интересно, почему? Может. Значит, теперь мы видим полноценно один из аутпутов. Это глубина, вот ее shape. Похож ли он на этот shape? 1.1 hv. А он почему-то... Размер batch size, но это разумно. Почему? Кратно 14 ширина и высота, округляется до ближайшего вниз числа кратного 14, это тоже окей. Но у нас разрешение 518, да, а оно делится на 14. Сейчас я это тоже просто проверю. Через Google, как известный калькулятор. Да, делится. Значит, с этим у нас проблемой быть не должно. Как мы отсюда извлекаем данные? Мы берем 0,0, это, по-видимому, взять как раз первый output. А есть вообще второй, интересно, output? Так, я не то нажал. Это цикл только для этого останавливается. Но раз он вводится в консоль, то, видимо... Да, это единственный output, мы его и берем. И потом достаем оттуда 0,0. Вот, возможно, этот 0,0 это неправильная штука. Я хочу сделать следующее. Я хочу просто взять нулевой output, вот эту диспаритет, и посмотреть на то, какая у него форма матрицы, да, то есть это будет картинка плоская, или там, например, первой размерностью идет batch size, то есть массовая обработка множества картинок. Я вижу, что первая размерность batch size, это означает, что раньше оно брало оттуда ерунду, оно брало по первой оси нулевой индекс, то есть просто первая картинка из батча, из множественной обработки, и следующий 0 шел на вторую пространственную координату, то есть на номер строчки в картинке. Значит, мне нужен один нолик. Значит, мне нужен один нолик, так и оставляю. И запускаюсь еще раз, смотрю, что там за диспаритет теперь в результате выдается после такого инференса и такой распаковки результата. Взятие самого первого результата и из него самые первые картинки. Теперь диспаритет, полноценная картинка и, о счастье, в нем числа от 0 до 498. Это похоже на правдоподобную глубину. Это похоже на реальные значения, а не просто 0 по всей картинке. Сохраним результат и посмотрим на картинку. Супер. Это, во-первых, прекрасная картинка глубины, по которой явно видна машина. Она заработала. Прекрасно. Теперь давайте попробуем это, в общем-то, заиспользовать для нашей задачи. Как к этому теперь, подступиться? Во-первых, еще жалко, что видеокарта до сих пор у нас не заработала, но к этому я, скорее всего, может быть, даже вне стрима вернусь. У меня есть код, он работает. Мне теперь его нужно применить. Значит, я беру и... Даже, наверное, попрошу нейросеть с этим разобраться. В этом же весь смысл. Любопытно, до каких пределов она может экономить мое как время, так и психологическое усилие и такую внутреннюю энергию. Я даже новый чат для этого создам, чтобы она забыла весь контекст.
Сообщу ей, что у меня есть работающий код, пусть порадуется. Я хочу, чтобы это как бы inference, это применение depth anything, в этой функции сняло требование дать на вход глубину. Так и сформулирую, чтобы она добавила... Чтобы эта функция теперь не требовала как дополнительный аргумент глубину, то есть чтобы я вот эту штуку сюда передавать не стал, не было необходимости. Копирую прям весь файл, чтобы он его целиком изменил. Копирую сюда вот так вот и запускаю. Если она сможет это интегрировать, вообще прекрасно, потому что это достаточно рутинная задача, и, очевидно, смогу с ней справиться, хочется верить. Но как бы тратить на нее силы, ну, обидно. Я лучше потратить на что-нибудь еще. Например, потрогаю траву этим прекрасным вечером. Кот кушать. Ну, кушает, значит, у него хорошее настроение, например. Тоже же плюс. Хороший симптом. Нам предлагается, во-первых, добавить нужные импорты. Вот это что-то подозрительное. А так в целом предлагается конфиг. И предлагается здесь сказать, что глубина теперь опциональный аргумент. Это красиво, потому что я предлагал убрать аргументы, нейросеть сказала, что давайте скажем, что тот, кто использует эту функцию, сам разберется. Либо дает глубину, например, посчитанную каким-то другим способом, либо сама рассчитает. И вот здесь она сама рассчитывает с помощью вот этой depth anything, то есть именно то, что я просил. Поэтому в целом мне пока нравится. Дальше это, видимо, тот же код, что уже был. И вот применение использует просто картинку, это прекрасно. Конфиг позволяет через аргумент менять пути, разные резолюшн или куда ускорения. Окей, то есть она завернула в функцию estimate depth все то, что я ей показал, да? Причем она делает очень прикольно. Она ONNX-сессию, то есть контекст обработки данных, по сути, веса нейросети, загруженные на вычислительное устройство, в будущем это будет видеокарта, сейчас это просто оперативная память компьютера, она делает так, чтобы эта ONNX-сессия, если она уже есть, использовалась, а если ее нету, она ее инициализирует лениво. Такой своеобразный синглтон паттерн. Ну а по поводу того, где взять кота, который работает, и почему он жрет, но не работает... Потому что, ну, кот просто уже живет при социализме, а нам еще нужно немножко потерпеть. Но, может быть, все к этому идет. Может быть, слово будет другое, не социализм, но будет все хорошо. Нужно просто не бухтеть. Мы бухтеть не будем, и будет все хорошо. Значит, у нас есть функция estimate depth. Ее мы хотим расширить, развить и доделать. Точнее, детектор не Значит, вот эту функцию мы расширяем, смотрим, что она мне предложила. Сравниваем с тем кодом, который есть сейчас. В принципе, так я в Git все коммитил, то я могу просто заменить и прямо в среде разработки посмотреть, что здесь меняется. И вот, значит, аргумент стал опциональным, это прекрасно. Документации добавила, ну ладно, пусть добавила документации. Про глубину явно говорится, что если ее нету, то она будет оценена на лету с помощью функции estimate depth. Здесь есть проверка, что если глубины нет, то мы ее оцениваем. Функции еще нет, поэтому он ругается. Спасибо за комментарий. Прикиньте, вот это способ спалиться, что используешь нейросети. Вот. Дальше мы сверяем, что совпадают размеры, если это глубина, которую дал пользователь. Такая своеобразная защита от ошибки от пользователя. Ну, пользователя может быть другого разработчика, но пользователь этой функции. И дальше, если debug-dir есть, то мы сбрасываем на диск. А можно делать ванлайнеры. Можно писать if на питоне. Вот так вот. Я очень этому рад. Я ждал этого 2 года. Здесь она написала, что просто отступы заменила или что-то. Я не хочу это портить в гид-истории. Откачу.
Здесь она просто перенесла, да? Вот это я хочу, мне это нравится, это красиво. Здесь она отформатировала. В принципе, мне нравится новый вариант, но это я не настолько сильно хочу, в отличие от дебаг-дира. Ладно, дебаг-дира тоже не хочу, я хочу видеть, что изменилось. Это достаточно существенное изменение в кодовой базе, и ценность в том, чтобы видеть локальные изменения только там, где они реально есть, достаточно большая. И вот эти вот вещи все, это полная фигня. Я не хочу, чтобы она меняла в коде то, что не имеет отношения к изменениям логическим. Это все отношения не имеет. Это тоже изменения не имеет отношения. Все. Значит, это все нам не нужно. Единственное, что изменилось, возможно, это было быстрее написать с чистого листа или тупо скопипастить только эти части изменений, но я пока в какой-то степени измеряюсь. Это почти какого копирования? Да, это я согласен. Если комментарии с аргументами функции, это не спалится. И да, если у меня вообще есть комментарии в коде, это не спалится. В компьютере Vision. А я компьютер Vision на работе на питоне не пишу. Я вообще на питоне писать не умею. Мы на плюсах пишем, поэтому там все типизировано и все хорошо. Ну, что-то плохо, потому что это C++, но что-то хорошо. Например, типы. Detect in focus mask мы скопировали, а вот это уже самая содержательная часть. Конфиг и функция, которая, собственно, оценивает глубины. Я думаю, что я даже эту содержательную часть вынесу в отдельный метод, в отдельный файл, потому что здесь компьютерное зрение в смысле голосования за корзины глубины, где точки фокуса и прочее, а вот это очень хорошо логически отделенная задача найти глубину по картинке. Поэтому я здесь сделаю отдельный модуль. Интересно, кстати, нейросеть, может, так и предложила? Не, она как будто предложила добавлять. Я не говорю, что это ха-ха-ха, я придумал что-то лучше, просто мне так хочется. Это будет, соответственно, depth estimation. Сюда я добавлю эту функцию, этот конфиг того, что за нейросеть надо использовать. Тут очень дурацкий ospath, ну пусть пока будет так. У меня путь к запуску какой, интересно? Рабочая папка, из которой все запускается, корень проекта. Если корень проекта, то путь к модели, к ее весам идет от корня проекта, а значит через папку modules указывается файл. Так, да, спасибо. Рад был компании, и тебе хорошего вечера. И здесь у нас тоже, естественно, указывается путь к весам нейросети, размер картинки на вход, execution provider CPU. Здесь не запустим добавить to do, что мы хотим ускоряться на видеокарте, если это возможно. Еще у нас есть эта функция. Не забываем добавить все импорты. Не забываем, что кроме NumPy и OS у нас еще как минимум ORT, то есть ONNX Runtime, тот, в котором мы, собственно, инферимся, исполняем нашу нейросеть, и OpenCV, как наша библиотека для работы с картинками, преобразованием цветов, RGB, BGR, вот это все. ONNX мы добавим вот так, нам прям рассказывает нейросеть об этом. Кстати, Depth Estimation Utilities, в смысле описания, как его назвала нейросеть, хорошо стыкуется с названием файла, и это меня радует. Если бы оно отличалось сильно, я бы, возможно, пересмотрел, как назвать этот файл лучше, какое говорящее название можно выбрать. Data класс, вот она причина, почему нужен какой-то импорт. Я не знаю, что это в питоне, и мне абсолютно не важно, поэтому я просто копирую как есть. Здесь нейросеть выступает для меня как транслятор в язык. Я ей говорю мысли и задачу, а она излагает это кодом, потому что это она вполне умеет делать в большинстве случаев успешно. И здесь что-то там. Я хочу проверить, например, что входная картинка меняет свой размер, даунскейлится. Да, я вижу resize до размера, который указан вот в этом конфиге. Это хорошо. Ладно, мне все это нравится. Теперь я хочу сделать следующее. Я хочу ее, собственно, использовать. Она используется здесь. Осталось ее просто здесь импортировать. Импортирую. А нельзя вот так? Это же относительный файл. Да, можно. Я хочу так.
Может быть, это не лучший вариант. Тут я уже на себя беру ответственность за использование языка, хотя, очевидно, его не знаю. Но пусть будет. И теперь, убедившись, что у нас отладочных папок здесь никаких нет, запустимся и посмотрим, а вдруг оно заработало. Теперь нам вот эти файлы рядом не будут нужны, не будут мозолить глаза, это приятно. Оно пока что не падает, это уже хороший знак. И посмотрим результат. Это очень похоже на правильный ответ. Давайте посмотрим, а создалась ли отладочная папка. Создалась, вот они. Теперь давайте сверять, собственно, результаты. Это то, ради чего мы все здесь собрались. Мы перешли на использование ONNX как метода запуска depth anything, то есть оценки глубины. И хотим сравнить результат теперь с результатом, который был до. Результат, который был до, это before ONNX. Вот он. Результат, который теперь, после ONNX, вот он везде. Ну, сравним сначала маски целиком. Вот они. А здесь, в свою очередь, маски, вот они. Убеждаемся еще раз, путь data results. Еще дополнительно проверю файл, датой создания файла. Properties 21.19, а новые результаты 22.05. Прекрасно. Значит, все хорошо, я сверяю старое с новым. Пурум-пурум-пурум-пурум, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все совпадает, прекрасно, более-менее один в один. Очень радует глаз, замечательно. Очень хорошо, видимо, действительно, даже самых слабых весов у NNX для Depth Anything достаточно. Я хочу еще сделать следующее. Хочу сверить, как выглядят промежуточные визуализации, то есть более гранулярно сравнить, а есть ли вообще какие-то изменения. Честно говоря, ожидаю, что они будут, потому что нейросеть немножко по-другому должна давать результат. Поэтому беру, открываю и сравниваю. Здесь я все еще вижу, что маска, собственно, такая же. Но корзины я ожидаю, что выглядят немножко по-разному. Что-то там 154. Подозрительно. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Давайте еще глубины сверим. Они тоже совпадают? Вот здесь есть глубины. Я в такое не верю. Мне кажется, это одно и то же. Мне кажется, что я просто забыл использовать, или нейросеть, но неважно кто, забыл использовать новые веса, которые рассчитаны. Давайте пройдемся по всей кодовой базе. Кто за это ответственен? За это все ответственна функция, вызывающаяся из корня. Мы запускаем run detection, вот он. Значит, эта функция нас интересует. Мы призываем image и depth, и вот она разгадка. Мы передаем туда depth, который считывается с диска. Это убрав, мы спровоцируем inference нейросети, рассчитывающейся лениво на ходу. И вот теперь запускаем. Перед тем, как запускать, удаляем текущие результаты, чтобы быть уверенными, с чем мы вообще сверяем. Удалили и запустили. Оно обрабатывается, это удача. Еще я могу, например, добавить здесь вывод в консоль о том, что создается ONNX-сессия как простой способ проверить, что оно используется. Но если я увижу сейчас отличие в результате, этого будет достаточно, я в это поверю. Итак, что я могу посмотреть? Я уже, мне кажется, вижу, что гистограммы немного отличаются. Сверим глубины. Да, они заметно отличаются. Во-первых, появился вот какой-то шум и мусор. Для нашей задачи он приемлем. Во-вторых, исчезли вот эти тонкие веточки, травочки. И появилась какая-то чушь, окантовка вокруг машины. Это все большая трагедия, но для нашей задачи приемлемо. И, собственно, как показывает практика, вот он результат, который совпадает со старым. То есть, да, он сместился. И это скорее хорошо, чем плохо. Это показывает, что мы таки запустили новую версию, новый результат. Почему у меня лицо застряло на месте? Не застряло, все хорошо. И все, мы проверили.
Теперь проверим массовые результаты. Не точечно, а массовые еще раз. Они будут немножко отличаться, но теперь это будут наши новые результаты, что не может не радовать. Не все посчитались, но давайте посмотрим, что посчиталось. Совпадает, 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 совпадает. Немножко носок теперь меньше. Ну, меня это сейчас устроит. Да, вот здесь еще маска появилась, но ее можем постпроцессингом пофиксить. Мы можем, например, морфологическим сжатием и расширением удалить вот эти выбросы. Это достаточно легкая задача. Что-то там, парам-пам-пам, пам-пам-пам-пам, пум-пум-пум-пум. Ну, на мой взгляд, никакого характерного отличия, какого-то значительного и принципиального, я не наблюдаю. Меня это устраивает. То, что результат изменился, тоже ожидаемо, потому что когда нейросеть сжимается, получается другого размера файл, а ONNX часто поквантован, и мы скачали самые маленькие веса, это меняет результат. Я не говорю, что ухудшает или улучшает, обычно, конечно, ухудшает, и почти всегда ухудшает, это логично по математическим смыслам, но это просто другая матрица с другими коэффициентами, а значит результат умножения на эту матрицу будет другой. И это хорошие новости. У нас заработало построение карт глубины на лету. В общем-то, давайте это закоммитим. У нас появился новый скрипт Depth Estimation. У нас появилось использование этой новой функции остроения глубины в случае, если глубина не была предоставлена. Вот оно. И то нас интересует, и мы хотим это закоммитить. Это все старое, удалим скоро уже. Я думаю, это же уже можно сейчас, в принципе, удалять. Здесь мы перестали использовать уже предпочтительные глубины. Ну, можем пока... Я думаю, что можно удалить уже, навряд ли это хоть раз будем считать. И этот скрипт не нужен, он был тестовый. Сейчас он интегрирован сюда, в эту функцию завернут, поэтому он нам тоже уже не нужен. Значит, мы, в принципе, подвели, да, вот эти изменения, все их 3 штуки, коммитим это. Что мы, собственно, сделали? Мы обращаем внимание, что ОРТ-сессия переиспользуются, и после первого создания и прогрузки весов в память вычислительного устройства эти же веса будут переиспользоваться, сессия не будет ни грохнута, ни пересоздана заново. Мы на этом достаточно много времени экономим. Но это само собой подразумевается, и единственный разумный способ, как действовать, но тем не менее. Что еще тут важно? Ну, в принципе, ничего. То, что здесь делается какая-то нормализация и так далее, это просто правильное использование depth anything весов с учетом того, на что ориентировался создатель, который обучал эти веса. И, в общем-то, все. Да, потом нам нужно еще ускорить. Давайте запишем это как особенность. Вот. Вроде бы все изменения можно коммитить. Я JavaScript почти не использую для всех задач, когда я хотел сделать себе какой-нибудь небольшой сайт и что-то там использовать. Обычно брал какие-нибудь нейросети и просто с помощью них это делал. А прям разбираться нет, не разбираюсь, потому что в тех областях, в которых мне интересно развиваться как специалисту, JavaScript особо не нужен. В общем-то, и сам по себе как язык мне он тоже не очень интересен, поэтому нет, не шарю. Depth estimation in runtime via ONNX reusing QRT session. Code execution currently is not used because... И, собственно, все, мы перешли на ONNX, это очень хороший шаг, я не был уверен, что это получится сегодня сделать. Нет, не для этого, для доп. Функции при взаимодействии с сайтом. Понял.
Не, вообще не использовал. Когда-то очень давно, может быть, и скорее какие-нибудь готовые скрипты использовал и прочее. Но на самом деле по умолчанию очень сильно советую попробовать нейросети использовать для этого. Можно прям даже попробовать скормить в нейросеть HTML-страницу, ее исходник, да, через браузер VN12 найдя. Как-то так это делается, но вероятнее всего ты в курсе, что можно сделать как-то вот так. Вот он исходник, его целиком можно скопировать, скормить и там попросить написать. Могу никак скрипт для Telegram Web написать, для того, чтобы можно было колесико мышки открывать профиль чела в новой вкладке. Возникает требовалось найти ссылку на профиль. Возможно, будет нет личный юзернейм. Не знаю, не могу подсказать, к сожалению, не разбираюсь. ChatGPT не отвечает, да? У него тоже не получается. Так, я это закоммитил. И, в общем-то, последнее, что осталось, это, пожалуй, внести в записи, сколько я времени на этот этап потратил, 22:16. Ну, давайте округлим в этот раз чуть вверх. Я потратил 1 час, там, 15 минут, итого 4:75. Inference. Depth anything via ONNX. Кроме того, важный момент, что мы хотим в теории сделать ленивую загрузку весов из интернета в будущем. Не забываем это записать в планы. Так, он вообще не шарит. ChatGPT вообще не шарит. Я более-менее знаю JavaScript, но достать юзернейм уже полчаса не могу никак. Не знаю, я, к сожалению, не смогу помочь. Извини. Вот. Ну и все остальное тоже хочется сделать. Это просто записано, чтобы отгрузить из головы, держать в памяти и при этом не потерять. А пока что на сегодня, я думаю, все, потому что я уже поплыл. Можно вот это еще удалить. В общем-то, main мы можем удалять. Все, мы мигрировали на новую кодовую базу, зарефакторив и разделив все на две логические части. Это наш алгоритм, включающий в себя высокоуровневую функцию. Вот она. Почти что влезает в экран, но в два экрана, окей. И реализация этих этапов, этих алгоритмов. Вторая большая часть — это дебажная визуализация, вот 100 строчек. Всякие разные штуки, их довольно мало оказалось суммарно. И третья, наверное, еще часть — это то, что мы сделали уже во вторую часть за сегодняшнюю стадию разработки. Это оценка глубины по всей картинке с помощью ONNX Inference Depth Anything. Ну и, в общем-то, таймлайны я записал, планы я записал. И на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.